Привет, друзья. Видно меня, не видно, не знаю. Слышно, не слышно. Проверяем звук на всякий случай, пока ничего не происходит. Сегодня у нас внезапная, можно сказать, трансляция. Теперь это все сбилось. Среда теперь сместилась на понедельник. Понедельник на вторник. Ну, вроде все слышно. Не знаю, насколько хорошо, друзья, но во всяком случае. А сегодня у нас темы разные. Мы сегодня будем болтать, поболтать. Поговорим про штативы, про разные, про маленькие, про большие, про еще больше. Ну, в общем, затронем тему фотографии 2021. Почему она превращается в албанский бизнес. Кто не знает, что это такое. В 90-х годах, друзья, такая была поговорка, когда торговали люди на рынке, когда только начинали какой-то частные какие-то штуки, да, у меня тут стоп, кстати, сзади. И вот купил за 3 рубля, продал за рубль. Это называется албанский бизнес. То есть и насколько фотография с ее увеличением себестоимости продукции и, собственно говоря, с увеличением стоимости металлов, которое сказывается на цене штативов, дронов, фотоаппаратов, специальных устройств, на которых вы монтируете, планшеты, те же самые компьютеры, дополнительные аксессуары, которые все дорожают и дорожают, но при этом себестоимость конечной продукции, собственно говоря, самих работ, самих альбомов. Да, еще, кстати, забыл про путешествия, поговорим почему. Потому что стоимость билетов, ну, совершенно заоблачная из-за новых мер, которые ввели. Тут на форумах люди писали, кто там на Крит отправляется, 5 пересадок, 6 пересадок, считают прямые перелеты, там получают на семью там 300-400 тысяч рублей. Ну, здесь можно только сравнить с чемпионатом, который сейчас идет, да, друзья. Можете зайти посмотреть. Я когда увидел ценники на билеты, я почему-то подумал, что в 80, какой там, в 91 году, когда я пришел с армии, и когда я побывал на базе нашей «Зенит», и после этого я, ну, поскольку я в футбол играл, любил всегда, я понял, что футбол закончился. Началась коммерция. Ну, а, собственно говоря, билеты за 200 тысяч на чемпионат, на четвертьфинал начинаются от 100, по-моему, 50 или от 180 тысяч рублей. Я с трудом себе представлю человека, который, например, фотограф, да, который может себе позволить посетить несколько матчей. То есть я понимаю, что такие люди есть, но не сомневаюсь, но что-то мне подсказывает, что почему-то для кого-то одни правила, для кого-то другие. Поэтому мы сегодня поговорим о правилах игры, и будем ли в эту игру мы играть или делаем свою. Поговорим с вами. Жду от вас комментариев, друзья. Ну и вообще всякие новости дня. Сигма продолжает работать. Как ни странно, да? Столько лет прошло, но вот посмотрел тут недавние 2 видео Топтыгина по поводу, посмотрел по зеркальным камерам, мне понравилось его видео по поводу обзоров зеркальных камер, и он грамотно расписал именно во временной шкале, как происходило и почему зеркальные камеры, ну, скажем так, он им пользуется, активно их любит, и нравится ему смотреть через зеркало, через объектив, через зеркало. Но у меня свое видение этой проблемы. Оно началось в далеких, в конце 80-х годов, когда я попробовал зеркальные камеры пленочные и понял, что дальномерные камеры – это мое, зеркальные – не мое. Потом, когда я уже в нулевых начал пытаться использовать зеркальные цифровые камеры, нет, тогда еще были пленочные совершенные камеры, суперсовременные Canon с фокусировкой по глазу. Ну, это, конечно, интересно с точки зрения технической, но с точки зрения результата я тоже что-то не увидел его. Но потом, когда Sony выпустила, благодаря, кстати, компании Fuji, мало кто знает, да, но Топтыгин об этом упомянул, кстати, что рывок произошел, во-первых, от технологий, которые были переданы Sony от компании Fuji, но он не упомянул о технологии Minolta. Может быть, я не расслышал. Только после того, как компания продала свои активы, собственно говоря, технологии компании Sony, появилась матричная стабилизация, которую сейчас все используют практически, крупные компании, в том числе и Panasonic, там, Fuji, и это стало каким-то рывком вперед. Так вот, на тот момент я тоже понял, что зеркальные цифровые камеры, что-то в них не то. Все эти затворы, все эти механические штуковины, ну, это осталось в прошлом. Поэтому добиться такой плавности хода, как на центральных затворах начала 20 века, им не удалось.
вообще характеристики эти, которые они заявляют, скоростные, конечно, они хорошее дело, но с точки зрения эксплуатации, ну, для меня это неприемлемый вариант, во всяком случае, для легких камер. Для тяжелых камер, да, согласен, это можно еще использовать. Но я не ходю с тубусами вот такого размера, поэтому для меня оставались дальномерного камеры формата пленочные, всегда ориентиром. Ну, в последнее время и шкальные камеры, вы знаете, достаточно много я показывал вам эти камеры, да. Ну, сегодня давайте поговорим о разных темах. Почему я затронул тему албанского бизнеса? Потому что все дорожает очень сильно. Вторичка тоже сейчас вот смотрел всякие аксессуары, смотрел вновь рюкзаки, сумки, кто отправляет, собирается путешествовать по России или там за ее пределами. И с удивлением обнаружил, что вторичка, конечно, очень сильно отреагировала. Это связано и с тем, что, ну, например, F-Stop новых моделей в этом году не показал, да, кроме там каких-то подсумков, там, новинок, которые в прошлом году. То есть другие компании, Вандерден, которые я не выговариваю, да, Шимода та же самая, тоже ничего не показали. Поэтому понятно, что недавно была интересная акция от компании F100, 15-летие, и я с удовольствием могу сказать, что 15% на всю продукцию, это был, конечно, большой сюрприз. Но Фувелыч его не использовал, поскольку подсумки я уже там приобрел, которые мне нужны, аксессуары тоже. Но, тем не менее, люди, рекомендую вам обратить внимание на серию Mountain с рамной конструкцией, да, рюкзаков от компании F-Stop. И особенно хочу выделить, кому не нравится такой классический дизайн, хотя этот рюкзак на самом деле очень компактный. Если его, собственно говоря, вытащить сам кейс, который, кстати, превращает любую сумку в полноценное хранилище, любую сумку в полноценное профессиональное хранилище. Но есть еще серия так называемая Toyota, и там есть два рюкзака очень интересных. Один 11-литровый, другой... Опс, надеюсь, что звук не пропал. Это у меня сегодня бывает. Да, нормально. Toyota 11-литровый, 11 и 21-литровый. Так вот, они сильно отличаются, потому что там внутри есть перегородки. И плюс Toyota, которая 21-я, она идет в комплекте уже с специальным паунчем, то есть это для хранения аксессуаров, с ремнями дополнительными, которые пристегивают ваши штативы, да, снизу. И может даже... Сейчас покажу вам, друзья, раз уж мы сегодня пока кто-то подключится, но сегодня, видите, рано нашел. Но я все равно хочу вам показать это, потому что действительно это суперская штука. И также есть в рекомендации еще Dalston, да, так называемые рюкзаки. Это городского типа рюкзаки, но они на самом деле очень легкие, кило 300 весит 20-литровый. Я вам покажу Toyota 21, да. Вы сами сможете зайти на его сайт, на их сайт, ух ты, и посмотреть внимательно, изучить этот вопрос, и особенно обратите внимание на комплектацию, потому что комплектация очень сильно отличается от других рюкзаков. Здесь еще дополнительно идут так называемые паунчи. Рюкзак действительно изменился в материалах, там более такие комфортные материалы стали. И самое главное, что этот рюкзак отлично подойдет и женщинам, и мужчинам. Потому что, во-первых, расцветки интересные, в отличие от этой серии. Расцветки такие более классических оттенков, которых я говорил, 19 века. Это цвета, называется Rooibos Tea. Ну, знаете, что такое Rooibos, да? Пьете такой чай, наверное, это красный. Дальше Battleship Grey, который мне очень нравится. Это серый цвет, морской серый цвет, классический цвет, который годится практически для любых ситуаций. И третий цвет – это North Sea Blue, так называемый. Это яркий цвет, ну, не такой, конечно, как, ну, почти такой же, как мой новый чехол. Кстати, батарейка отлично ведет себя, уже несколько циклов прошло, и все просто супер. Ну, и здесь еще они пишут о том, что в комплекте с этим рюкзаком идет Medium Accessory Pouch, ICU Gate, это такая перегородка, которая позволяет зонировать и на молнии делать герметичным отсеки. И Gatekeeper Straps, это, я их показывал, такие специальные приспособления, которые позволяют пристегнуть или сжать рюкзак, или пристегнуть какие-то дополнительные аксессуары. То есть это, конечно... Так что обратите внимание, друзья, кому не нравится классический стиль рюкзаков, у них есть вот эта так называемая Toyota. Очень интересно раскладывается, удивительно, он компактный, он с боковыми загрузками, так как слинг, да, но это полноценный рюкзак, при том, что задняя часть, я вот обязательно вам покажу, как выполнена задняя часть, она выполнена как в лучших Mountain серии рюкзаках,
Вот. Но при этом вся фурнитура, она идет из легкого и блестящего классического алюминия. Очень красиво сделано, с перегородками, с вентиляцией, то есть здесь, ну, все на высшем уровне. Это вот небольшое отступление такое для тех людей, которые еще не определился. Я, в принципе, рассматривал только 3 компании на данный момент, считаю, на которых нужно обратить внимание, если вы действительно хотите что-то приобрести хорошее из рюкзачной фирмы, да, так называемой. Это, конечно, F-Stop, это Shimoda и вот Вандерден. Я не могу выиграть, тоже компания из Юты американские, но они делают такие из материалов, которые полностью защищены от, так же как Shimoda, от дождя, поэтому они по весу, конечно, больше, и плюс Вандерден, он тоже выглядит в похожем стиле, как Shimoda, тоже с ролл-топом, то есть сворачивается, тоже такая быстрая лямка, но при этом у этих рюкзаков, даже 31-й Вандер ДН, у них глубина самого отсека, самого вот этого ICU, который фейстоп, он в 2 раза меньше. Почему они это сделали? Ну, наверное, скорее всего, рассчитано на то, что вы не будете класть туда какие-то серьезные аксессуары и большие камеры. Могу сказать, что моя вот этот ICU говорю, ICU Small, самый маленький Pro, да, он глубиной 11 сантиметров. Сюда со свистом вертикально заскакивает дрон, вот так вот мой, просто весь. И плюс еще практически вертикально можно засунуть большие, там, при этом это достаточно компактное устройство. У Варндена, конечно, это в 2 раза меньше. Я не знаю, почему они это сделали, что можешь только положить горизонтально камеру, соответственно, у тебя весь рюкзак займет вот эта конструкция. Плюс мне что не понравилось в Вандерден, это конструкция спинки, система вентиляции и сами вот эти направляющие ремни. Они более толстые, более жесткие. То есть я эти рюкзаки видел, у нас в Питере продают. Понятно, что они в 2 раза дороже, чем в Штатах стоят, как всегда, да. Но вот это, кстати, говорит о том, что все-таки ценообразование на вот эту всю продукцию, аксессуары и нужные вещи, без которых, ну, никак никуда не выбраться. Вы понимаете, что... Я аж испугался, что думал, звука нет. Испугался, что звука нет. Кстати, да, еще новость хорошая. Я уже говорил, Сергей 2-й раз угодил в Explore с фотографией церкви. Удивительная фотография. И еще обратите внимание, друзья, на то, что фотографии, которые под этим вариантом, под этой фотографией, они у него без практически тегов, без описания, они набирают тоже тысячи просмотров. Для меня это было, конечно, удивление. Если Сергей меня будет смотреть, напиши в комментарии, обратил ли ты на это внимание, потому что я чувствую, глаза на лоб полезли, потому что фотографии ничем не отмечены, абсолютно ничем. Но при этом они тоже набрали там за неделю там больше 1000, некоторые 1500 просмотров. Это говорит о том, что новичкам, во-первых, везет, во-вторых, на них обращает пристальное внимание сейчас сам Flickr. И я уже, несмотря на то, что записал большое количество по Flickr, я записываю сейчас в том числе и короткие какие-то видео. И, кстати, друзья, кто смотрит меня из Индии, я не знаю, у меня статистика резко подорвалась в сторону Индии и Юго-Восточной Азии, благодаря именно вот этим коротким видео, в которых я рассказывал и про Flickr, и про дрон. И я думаю, что если вам интересно, если вы смотрите на русском, напишите в комментариях. Если смотрите на английском, я продолжу выпуск, в том числе и какие-то английские описания буду делать. А Сергею, да, я выражаю благодарность за идеи, которые он мне подкинул для записи видео. И плюс мне, конечно, было удивительно то, что он без описания, сейчас как раз пытаюсь найти его страницу, вот смотрите, вот с этой фотографии, ну, вы ее видели, да, уже 8 тысяч почти просмотров. И удивительно еще то, друзья, что вот эта цифра, которая внизу слева, 384 отметки нравится. То есть это очень высокий процент. На 8 тысячах у меня фотография, кстати, в пятницу моя фотография тоже попала в Explorer, чуть позже расскажу о ней, о ее истории. Но я обратил внимание, что огромное количество понравившихся, при том, что я не вижу, что он распространен в других соцсетях. Под ней находится фотография без описания, без ничего, такая тоже интересная. 260 фейвов и 2400. 2400 уже, понимаете, она без тегов, без описания, вообще без ничего. 2400. То есть для примера могу сказать, что мои фотографии, которые неделю назад сделаны, несмотря на то, что Сергей, кстати, еще умудрился очень динамично набирать подписчиков, у него уже 245 подписчиков, он строго следит за вот этим балансом, о котором я говорил, поэтому
динамика сумасшедшая совершенно. У Павла такой динамики нет. Павел, обрати на это внимание. И дальше вот фотографии идут с камнями, да. 2800, друзья. 2800, без тегов, без ничего. 300 фейвов. 188 фейвов, 1700. То есть я настоятельно рекомендую новичкам обратить на это внимание. Почему? Потому что, по всей видимости, именно в данный момент Flickr сделал вот такую аналитику и продвигает новых пользователей, а особенно тех, кто перешел на Pro. Это все началось, друзья, как только Сергей решился сделать Pro аккаунт. 2 подряд сразу в Explorer, причем он зашел в цикл 16 дней, и могу сказать, что мы проверим. Последняя, крайняя фотография была сделана, попала в Explorer в июне месяце, 8 числа. Если прибавить 16, получим 24. В принципе, не так далеко. И еще интересно, эта неделя, следующая, эта неделя у нас 20-я, да, а следующая неделя будет совершенно фантастически уникальная. Ну, во-первых, мы сможем проверить, подтвердились ли мои доводы и догадки по поводу алгоритмов работы Сергея, поскольку он прислушался к моим советам, сделал все, как правильно нужно сделать было в оформлении, и вот получил результат, который некоторые, например, я такого результата добивался целый год. Здесь практически месяц. Это вот, друзья, по поводу работы с Flickr, о которых у меня записано множество видео, русскоязычном Flickr пространстве. Я думаю, что не так много людей, которые этим занимаются, открывают какие-то секреты, поэтому смотрите мой плейлист обязательно. И кто хочет развиваться, кто хочет в конечном итоге зарабатывать деньги с помощью фотографий, я думаю, что он найдет там очень много полезных советов. Я планирую выпустить еще какое-то интересное издание, именно текстовое по Flickr, но пока я систематизирую, у меня достаточно много материалов, но хочу сделать, чтобы это было интересно. Значит, еще об одном событии, которое я хочу вам рассказать обязательно. Все любят снимать селфи. Селфи себя, вот так, себя, по-разному. Так вот, есть еще один вариант попасть в Explorer. Новичкам, так же, как и Сергей. Вы знаете, что новичок Сергей на третий день попал в Explorer. Это абсолютно amazing, как говорят, абсолютный. Потому что у меня это произошло через 6 месяцев, по-моему, или 8 месяцев первый Explorer. У Павла до сих пор год прошел, в Explorer нет ни одной фотографии. Поэтому сейчас, я уже говорил об этом, Flickr продвигает собственные группы. Более того, в группе Flickr Social проводятся каждый месяц конкурсы. Эти конкурсы раньше был конкурс такой Flickr Friday, да, по пятницам, да. Тема давалась какая. Сейчас это зашло в группу Flickr Social, о котором я говорил. И вот на этой неделе группа Flickr Social объявляет конкурс. Значит, прямо с сегодняшнего, со вчерашнего дня, с позавчерашнего, они уже объявили это несколько дней, до 22 числа. 22 числа Международный день селфи. И в связи с этим праздником, поскольку люди селфи делают даже те, кто не любит делать, Фавионович очень редко делает, но поучаствовать в этом конкурсе почему нужно. Предыдущий конкурс был связан с макрофотографией, вы помните. И тогда я, поставил свою фотографию, которую я сделал очень-очень давно, когда очень давно, год назад, больше 1,5 года назад, да. Теперь, причем эта фотография уже стояла у меня на обложке канала, на обложке моего Flickr, то есть вы знаете это дерево, которое спилили, о котором я записывал видео, посмотрите. И вот там получилась такая карта, причем она повторяет очертания Финского залива, там Питер видно, то есть такое, абстракция. Она зашла и вне конкурса, вне моего графика 16 дней, через 9 дней, даже меньше, через неделю она зашла в Explorer. Не самый верх, в серединку, но тем не менее. То есть я, честно говоря, обалдел, что мой график сбился, у меня уже в этом году 10-я фотография была. 10-я, кстати, моя фотография, сейчас обсудим историю. Так вот, если вы новичок, если вы зарегистрируетесь во Flickr, вы получите возможность на данный момент хранить 1000 фотографий. Понятно, что заливать сразу 1000 не надо, это нужно делать так же, как я объяснял Сергею, постепенно, регулярно, на правильной основе. Смотрите мои видео, как это сделать описание канала. Есть шанс быстро вырасти. Очень быстро, в отличие от Фавионовича. Значительно быстрее, чем вы думаете. И, соответственно, поучаствовать. Конечно, 500 фотографий, которые будут отобраны со всего света 22 числа, если вы туда попадете, то у вас есть шанс, я говорю, что быстро-быстро стать
стать мотивированным для того, чтобы дальше заниматься фотографией и найти новых друзей, новых фотографов, новые стили. Так что вот, размещать фотографии. Я тоже сопротивлялся, но думал, все-таки надо это сделать. И я выбрал в качестве фотографии, в качестве моего эксперимента, вы знаете, что я занимаюсь экспериментами, кто не знает, что такое Фуйоныч, очень старые фотографии, которые я сделал в 2008 году. Это фотография интересна тем, что я несколько лет собирался в Каппадокии, тогда собирали очень мало автобусов со всего побережья, там собирался один автобус раз в месяц. В один год я не смог попасть в этот, второй тоже, ну а в третий, в 2008 году я смог. Я побывал в разных местах, в подземных городах, в пещерах, в Укчехире, в Аваносе, в Киршехире, в разных городах, в Конье, ну, там список большой. И, к сожалению, на тот момент, несмотря на то, что у меня была видеокамера, я не нашел записей с видеокамеры, потому что я помню, что я точно брал в том году мою камеру, она, кстати, там валяется где-то, утопленная потом. Так вот, но фотографий я сделал много, причем я познакомился с архитекторами, с архитекторами, с археологами из Швеции, с польскими всякими исследователями. Мы были в церкви трех религий, на которой на частной территории сейчас находится. Много чего посмотрели, то, что многие места, которые сейчас закрыты. Значит, и там я сделал вот такой селфи. Там есть отличный парк, парк камней, да, ну, как называется, да. И вот игра света, тени меня всегда интересовала. И вот после этой фотографии я серьезно стал заниматься сепией. Зайдите обязательно во Flickr, посмотрите ее, как она сделана, и там увидите очень много интересных артефактов, в том числе там есть некое существо с левой части экрана, которое я обнаружил потом. Ну, объяснить с точки зрения логики, что это может быть вторая тень какая-то от света, напишите. Я ее ставил на заставке и в Фейсбуке, когда начал работать уже с Фейсбуком, по-моему, в этом году, в 2008-2009 году. Фотография очень много лет, она снята с Sony, с CCD-матрицей 717, легендарная камера, где объектив стабильный, матрица движется. Интересная камера с цейсом, с настоящим цейсом, с этим, самаритом, самарит, по-моему, да? Забыл уже все, Сумикрон. В общем, классный объектив, классные фотографии, несмотря на то, что 5 миллионов всего разрешения, но фотографии действительно уникальные. У меня, кстати, есть на ней фотографии на этой камере, сделанные в темноте, и при инфракрасной съемке. Ну, в общем, я ее выдвинул, эту фотографию, на конкурс. Для того, чтобы выдвинуть, нужно просто зайти в группу селфи, говорю, Flickr Social, прочитать условия, прикрепить ссылку или фотографию. Но для этого, конечно, вы должны ее разместить на Flickr, создать страницу, посмотреть мои видео, как это сделать, и поучаствовать в этом конкурсе. И думаю, что вам будет интересно. Сейчас ежечасно выкладывают туда люди фотографии, добавляют в эту ленту. Там очень интересные варианты селфи, в том числе и с теневыми обработками, какие-то необычные ракурсы, там с разрисованными рожами. То есть, ну, фотографы творческие. Таких простых селфи из зеркаля там нет, могу сказать так. Они не интересны никому абсолютно. Нужны неинтересные необычные ракурсы, необычные какие-то веселые истории. Можете написать свою историю. Я это сделал. Ну и 22 числа, друзья, это будет во вторник. Мы с вами увидим и можем даже обсудить в эфире, когда выйдет Explore, если вы напишите в комментариях, что давайте посмотрим, давайте вместе посмотрим, селфи вот эти обсудим, и что вы по этому поводу думаете. Действительно, я думаю, что будет весело, потому что я там уже обнаружил гигантское количество юмористических фотографий, и я уверен, что они туда войдут в эту ленту, и мы с вами будем проводить прекрасное время. Значит, это то, о чем я хотел вам сказать. Пользуйтесь этим случаем, потому что шансы достаточно быстро проходят. Я тоже в своей жизни много шансов упустил фотографических, но, честно говоря, и выставки, в которых я пытался участвовать, и которые пропустил, ну, сами решайте. Поднимите свою заднюю точку, вперед делайте страницу, посмотрите видео короткие мои про Flickr, посмотрите длинные видео, как оформлять страницу. В моем плейлисте все это есть. И вот Сергей даже спрашивал, где, о чем там какие-то вопросы. Я объяснил, что в моих видео все есть вообще досконально, все показано. От процесса создания страницы, заканчивая продвижениями, что важно, что не важно. Но в последнем видео я говорил уже о том, что работает, то, что не работает во Flickr. Сейчас, на данный момент, если вы новичок, вам, в принципе, вообще ничего делать не нужно, вы просто разместите хорошие фотографии. И все будет получиться. Тем более, что Flickr за вас делает уже продвижение. Теперь во Flickr работает, как этот Никулин, помните, пятку чесал? Flickr за вас делает продвижение, Flickr за вас решает, какие фотографии
интересный людям, предлагает и точность прогнозов Фликера, так же как Ютуба, как площадки рекомендаций. Это абсолютно гениальное, абсолютно фантастическое качество работы самой платформы. И поэтому, друзья, вперед, как говорится. По поводу албанского бизнеса еще раз говорю, вот по поводу цен на билеты. У меня знакомые, родственники тоже улетели, я, правда, не общался. Кто-то путешествует сейчас, я вижу по фотографиям во Фликере, кто куда улетел в разные места. И по приезду, я думаю, что мы увидим всякие разные интересные истории. Еще бы хотел затронуть тему безопасности. Вот я регулярно сейчас смотрю видео и фотографии, которые появляются во Фликере, и не только, и на Ютубе, по поводу вулкана в Исландии. Помните, пару месяцев назад, когда была большая вспышка, я делал эфир, упомянул вспышку X-класса 7, ну, 7 К7 индекс возмущенности земного поля, и сказал, что это очень редко бывает, и что мы сейчас будем свидетелями большого количества, реального большого количества вулканов. Ну, не прошло и недели, как сначала начали просыпаться такие вулканы не очень большие, а потом внезапно, как по мгновению там выключателя, открыла свои недра Этна, где я был на Сицилии, да, фантастическое зрелище, Стромболи, теперь исландский вулкан, вулкан в Конго, который сжег там несколько деревень, да, куча народу там пострадала. Ну и вот по поводу безопасности сейчас несколько блогеров записали видео, поскольку там стоит веб-камера на Исландии, и как человек убегал от лавы текущей, да, то есть насколько надо быть идиотом, чтобы туда полезть в жерло вулкана. В этот момент там все вспыхнуло, полилось очень большой скоростью. Ну, слава богу, способ извержения этого вулкана, он известен, да, их существует всего 3, вы знаете, как раз в честь тех вулканов, на которых я был. Это на Сицилии, это вулкана, собственно говоря, вулканический способ извержения, это стромболианский, стромболей, да, и липарийский. То есть 3 способа извержения, они разные по своему характеру, но вот как раз эти 3 вулкана, кто поедет на Сицилию, обязательно посетите. Морская прогулка, меньше часа, они находятся недалеко от Мессины. Или Меладзе? Меладзе. Подскажите, Мессина или Меладзе? Я уже забыл. Ну, место шикарное, конечно. И там есть точка в Тиндере, да, вот у меня на холодильнике висит эта штука. Гора, с которой все эти 3 вулкана видно, она находится на самой Сицилии. Великолепные дороги. Ну, в общем, путешествуйте, друзья. Теперь по поводу штативов. Вы знаете, что я теперь экспериментирую с моим новым штативом, вот этим, да, новый летающий штатив, который изменил мое отношение, благодаря в том числе и блогерам. Сейчас, на данный момент, уже там не 10 видео про этот дрон, уже практически все топовые американские блогеры купили его и затестировали, да. Я с каждым днем вижу новые видео, восхищение людей, которые использовали его в качестве вот системы слежения, имеется в виду сопровождения своего блога, да, и особенно их потрясло, конечно, режим Active Track. Active Track 4.0, который впервые был придуман в этом дроне. Плюс все говорят о единственном первом дроне, который снимает 5,4К, и уже есть видео 5,4К, люди уже все это на мониторах оттестировали, кропы сделали на 4К, поснимали в D-логах, поснимали с 8-битным разрешением цвета, и практически все американцы пришли к выводу, что Mavic Pro 2M давай до свидания. Дюймовая матрица, которая здесь находится, все подтвердили, действительно другого уровня. Она лучше намного, и снимает он значительно лучше, чем Mavic Pro 2M. Это подтвердили владельцы этих старых дронов. Поэтому осенью, друзья, мы, конечно, ожидаем все новой версии, так называемых Pro версии Mavic Pro 3. Ждали, конечно, что будет Air 3. Ну, я не сомневаюсь, что, может быть, выйдет какая-то другая вещь. Уже вышли фотографии этим, ну, не украденные, а просочились в сеть Mavic Mini нового поколения. Может быть, он Mavic S будет заниматься, я не помню, как-то он называется. Ну, в общем, он тоже очень интересен, хотя он абсолютно слепой, поэтому я в эту сторону не смотрел, потому что дрон без датчиков, я считаю, что это просто выкинутые деньги. И несмотря на это, друзья, $300. То есть это, грубо говоря, во сколько? В 4 раза дешевле, да, чем вот этот дрон. Поэтому обратите на это внимание. Тем не менее, я еще хотел бы упомянуть
Для тех людей, которые отправляются в путешествие, много лет назад, помните, множество блогеров пользовались этой системой, кто снимает на телефоны. Потом все забросили, стали покупать осмовский вот этот маленький компактный стабилизатор с камерой уже, который пишет с маленьким экранчиком. Но там проблема в том, что к нему микрофон не подключить нормальный. И качество звука, ну, вот кто смотрит блогеров, которые пользуются этой камерой, обратили внимание, что даже маленькая Sony, которую я снимаю, там она на полочке лежит, 200-я старая, она микрофон пишет совершенно фантастически в стерео, и причем качество даже на ветру, я закрывал там параллотчиком, просто великолепно. Что не скажешь про вот этот Osmo Mobile, так называемый. Так вот, друзья, вот эта моделька, которая сделана на базе вот этой ручки, которая использовалась, понимаете, в профессиональных системах стабилизации, к ней добавили металлическую конструкцию, так называемую вот это Zemuzi. Она была в первой версии. Вот это первая версия из металла, из металлического сплава, очень надежная, и здесь крепление не вот этими там легкими, а полноценный барашек металлический, который четко зажимает, так же, как мой вездеход, который я придумал. И, собственно говоря, позволяет прикрепить сбоку, видите, на новой версии, третьей, крепеж вот здесь. Конечно, теоретически сюда можно прикрепить микрофон каким-то образом, но могу вам сказать, что, друзья, во-первых, это доступно, и оно очень в большом количестве выпущено, и в черном цвете, и в белом цвете. Во-вторых, здесь можно закрепить микрофон. Как, вы скажете? Хочется некультурное слово сказать, но я вам покажу на примере черного. Да, есть у меня второй такой же. Он такой боевой. Вот. Вот такой переходник, который стоит копейки совершенно, да. И сюда можете устанавливать микрофон. У меня микрофон, по-моему, далеко, сейчас я не буду за ним лезть. Но вы поняли, да? Вставляете. Плюс к этому здесь можно еще есть отверстие, можно прикрепить на резьбовом соединении, например, тот же самый свет поставить, да, микрофон, свет, то есть, и все. Эта вещь весит 300 грамм, она очень легкая, несмотря на то, что кажется, что она тяжелая, на самом деле она очень легкая. Она абсолютно классно Ой. У меня здесь, по-моему, аккумулятор не стоит, ну, я вам покажу просто. Балансировка регулируется, то есть вы можете большой телефон поставить, маленький телефон, все это потом настроить так, как вам надо, ну и пользоваться, кайфовать. Поэтому, друзья, рекомендую, кто отбирает. Мы, кстати, может быть, захотите, мы запишем еще одно видео, что я беру с собой, потому что сейчас это видео смотрят, я смотрю люди, что необходимый минимум какой-то для съемки, для выездной съемки, я имею в виду, когда вы куда-то отправляетесь далеко. Поэтому, если вам интересно такое видео, я, конечно, обязательно его запишу. Если действительно вам оно интересно, ну, мы обязательно его сделаем. А теперь по поводу штативов. Да, вы знаете, что я достаточно долго пользовался штативом, где, ну, сейчас это 313 у меня стоит, 213, ребята. И я пользовался штативом, где способ движения – это так называемые 3D-головки. Головки движутся вот на таких подвижных подшипниках. Эта головка значительно больше в размере, плюс она, конечно, техническая головка. Она позволяет снимать очень качественно и выводить горизонты, например, при съемке слайдов, негативов, при макросъемке. Это удивительно точный аппарат, да. Но недостаток ее в том, что здесь вставляются ручки такие длинные, и поэтому каждый раз это все разбирать, это занимает массу времени. Но, тем не менее, я считаю, что эта головка очень интересная. Они сейчас доступны, они есть, конечно, с точной прецизионной установкой, но недавно, уже год, наверное, да, больше, по-моему, я перешел на вот эту головку. Сейчас я достану ее. Что-то у меня... Не достану, да? Я вам покажу ее, да. Это тяжелая головка, которая выдерживает 12-килограммовая камера. Она уже с функцией панорамной головки полноценной, с регулировкой точности хода самого шара. Кроме стандартной фиксации, еще
регулировка плавности хода, она достаточно прецизионно сделана. Головка шаровая с большим шаром, шар размером порядка 5 сантиметров, насколько я помню. То есть вот шаровая головка, конечно, имеет значение размер шара. И вы знаете, что есть головки, где размер шара чуть ли не 8 сантиметров, там немецкая компания, американская компания делает. Ну, в этом штативе здесь головочка, видите, маленькая такая, 2 с чем-то сантиметра. Тем не менее, если вы работаете с выдержками даже на ветру доли секунды, там полсекунды, 1/2 секунда, в принципе, он справляется. Но за счет того, что это легкий штатив, я брал его в Турции. На ветру, конечно, все это не очень хорошо, если вы на длинных выдержках. Тем не менее, я на нем снял даже ночные пейзажи с выдержками 8 секунд. В Алании вы можете посмотреть эти фотографии. Там видно окошки в кораблях далеко, весь город, окна, ну, все четко видно. Поэтому могу сказать, что я рекомендую вам обязательно брать с собой штативы. В любом случае, даже тот штатив, который я был первый, брал с собой на Занты, это грилопод такой складной. По-моему, под рукой здесь сейчас. Сколько ему лет, это вообще несопоставимо. Так, это где-то 13-й, что ли, год. Или... подождите, я его купил, по-моему, когда купил Сигму. Да, 14-й год. Сколько, 7 лет уже. Видите, оригинальный гориллопод, несмотря на то, что у него уже некоторые звенья так не очень жестко двигаются, но в целом он обеспечивает. Причем я брал вот эту модельку, которая с головкой, да, то есть тоже разные положения. Сейчас у меня, видите, стоит на нем такая финдюлина для телефона. А на самом деле, друзья, я сюда прикреплял свою Сигму, и не поверите, я снимал Сигму, ночные фотографии, у меня есть они, ночные фотографии сняты на этом штативе. С крыши, там звезды я снимал, так что даже у кого нет каких-то... Но дело в том, что если брать ценообразование того времени, да, это достаточно оригинальная эта штуковина стоила, я не помню, $50, что ли, что-то такое. Сейчас за $50 можно легко купить вот такой уже компактный штатив, который полноценный, то есть на большую высоту 1,20 м хотя бы поднимает, и плюс он будет складываться хорошо. Поэтому вот единственное преимущество вот этих штативов как раз то, что можно заветки какие-то прикрепить. Вы знаете, что я множество видео записывал, снимал когда на айфоне, свои репортажи я крепил к деревьям его, к всевозможным ограждение, пока не придумал вездеход, и уже пользовался вездеходом, потому что он дает более жесткую конструкцию. Ну и, соответственно, по цене получается значительно дороже, несмотря на то, что он по размеру компактный вездеход мой, но, собственно говоря, время течет, все меняется. Что еще? Ну, еще бы я обратил внимание на то, что, как я уже говорил, по моему мнению, первая покупка после камеры – это светофильтр поляризационный. Я раньше так считал, когда-то лет 20 назад. Сейчас я могу сказать, что это не фильтр, это бленда. Про это у меня записано множество видео, путешествия в бленду посмотрите, и съемки с блендой, разные варианты, разные ситуации, в которых я попадал. Ну и дальше, конечно, L-брекет так называемый, да, который позволяет быстро устанавливать камеру, защищает ее от падений. И моя камера, как только практически через месяца-два, как только я нашел производителя, в Китае, кстати, они все, даже если в Америке покупаете, они все L-брекеты в основном там продаются. Я купил этот L-брекет, который позволяет снимать, во-первых, рукой, во-вторых, при падении, вот сколько у меня падало, и на асфальт эта камера падала, с блендой, кстати, пристегнутой. Вот когда я снимал бленду, вот недавно буквально, видите, у меня какие следы остались на светофильтре. Видно? Нет, наверное, плохо видно, да, ну, здесь уже кривой такой. Это потому, что я снял камеру, снял бленду, поставил в таком положении, она упала с светофильтром. Стекло не разбилось, но светофильтр помялся, самооправа. Поэтому в таком положении у меня падала камера в машине, на асфальт, ни бленда не сломалась, хотя следы тут есть, конечно, на ней, эксплуатации за сколько там, с 8-го года, много лет прошло. Тем не менее, это все полностью защитило мою камеру, и камера до сих пор работает. Все, как говорится, все путем. Ну и, конечно, штатив, и все, куда это складывать, рюкзак. Рюкзак, я считаю, наиболее оптимальным, потому что есть сумки, конечно, хотя вот вы знаете, что я поклонник в том числе слингов, не стрингов, не стрингов, слингов. И вот этот F-Stop, который у меня был, точнее, есть еще Леви Pro слинг, очень хорошая сумка, кстати, можно будет ее, кстати, взять в какую-то поездку вместо вот этой. Но F-Stop мне больше нравится, потому что сюда влазит, во-первых, много чего. И вот сейчас у меня, видите, здесь дрон с пультом, сюда со свистом
заходит камера даже с одетой блендой. Куча карманов, которые здесь, для карточек, для всяких аксессуаров, ну, для карточек запасных, для видоискателей оптических. То есть для всего. Это насколько сумка здорово сделана, могу сказать, друзья. И вот внутренняя часть, которую вытаскиваете, можете поставить другой какой-то или перегородки поменять. Она сплющивается, кстати. Карман, в который я набиваю там обычно, или сумки. И, кстати, вот брал нашлемник для своей камеры Sony, да, интересная штуковина, которая позволяет снимать камеры с головы, с шлема. И с этой штукой я снимал, кстати, в Турции полет на параплане, да. И вот ей я снимал, не платил там 60 или 80 долларов, сколько платили за запись видеокамеры, я сам все это сделал. Ну и, собственно говоря, задний карман, он здесь тоже с меш-пакетом, с большим. И сюда у меня со свистом, вы знаете, что заходил вот этот штатив, я его вот так вот вставлял, и даже в жару ходил, вообще никаких проблем не было. Таскал его, и вот, собственно говоря, настолько компактный слинг, все помещалось. Здесь сбоку еще у меня пристегнут карабин, которым я пристегивал бутылку. Сюда вот под этот крепеж можно закрепить штатив, точно так же можно закрепить одежду, все что... Ну, короче, вещь просто супер. Единственное, что я добавил от себя, да, я сделал такую петлю, связал и склеил, чтобы можно было на крючок сюда быстро что-то повесить, это для моего вездефото. По большому счету поменял вот эти штуки, которые были кожаные, я их сделал из паракорда, да, ну, потому что кожа это сыпется, пылится, ну, как бы обваливается, паракорд все-таки надежнее, и пару карабинчиков для удобства еще тоже можно прикрепить. Так что вот, к чему я это говорю, я уже повторял, у меня еще 2 таких сумки есть, друзья, может быть, кому-то интересно, напишите в комментариях. Эта моделька уже снята, но у меня 2 штуки новых есть запечатанных. Красота. Просто красота. Что еще? Еще у нас что-то все затянуло, дождь сейчас пойдет. Хотя на эти выходные, друзья, говорят, что будет там 30 больше даже градусов. И в этой связи могу сказать, что съемка при контрастном солнце, при ярком солнце, конечно, массу ограничений откладывает личинку, да, как говорил один. Но с Павлом, помните, мы выбирались в лес не раз в такое жаркое время, в жаркую пару, и делали какие-то интересные арт-фотографии, записывали видео. Сегодня он меня тоже приглашал с утра пойти, но я что-то чувствовал как себя не очень комфортно и решил отказаться. Поэтому, если будет смотреть, не обижайся, Паша. Мы сходим еще не раз, нам не до этого сейчас. Надо там немножко прийти в себя. Ну и заодно провести эфир, поскольку эфиры я уже забросил, надо их, конечно, как-то восстановить. Фувеныч со мной полностью согласен, и Стоп тоже. Так что вот, друзья, пишите комментарии, что вам интересно, насколько вас впечатлили какие-то мои видео последние. Может быть, вы скажете, что все это фигня. Кстати, вот тряпка, нужная вещь для протирки как штатива, так и каких-то других вещей. Ну, что еще показать можно? Еще отсек для ноутбука, все остальное, вот такие герметичные отсеки для карточек, для всего, они полностью герметичные, то есть вода сюда никогда не попадет. Ну и закрывается все со спины, поэтому Шимода, Вандерден, и F-Stop – это рюкзаки, которые открываются со стороны спины. Для чего это? Не только для того, чтобы вас там не украли. Нет, друзья, потому что вы приходите, бросаете на землю вот этот рюкзак, и с него потом легко запускаете дрон, плоская площадка, на него складываете там вещи, даже там стаканы мы ходили, когда зимой можно пить кофе. Плюс у вас самое главное, у вас всегда спина, которую вы одеваете, всегда чистая. В случае с другими рюкзаками у вас открывается все снаружи, и вы, чтобы открыть снаружи рюкзака, вы кладете на спинку на грязь. Вот, в принципе, какой принцип. В принципе, какой принцип. Поэтому могу сказать, что те компании, которые, ну, это профессиональные рюкзаки, Стоп-компания, Шимода и Ванден. Поэтому есть еще Домки, да, не упомянул, но Домки и рюкзак – это практически такая увеличенная сумка F2. Он открывается сверху, разрезается на 2 части, вот так откидывается, поэтому можно сказать, что тоже спина будет чистая, но там натуральные материалы, там более старые технологии, там нет легких материалов, это рюкзаки тяжелые.
Насколько я помню, больше 2,5 килограмм рюкзак. Второй стоит, весит. Тяжелый рюкзак, я его брал с собой в Грецию, но, честно говоря, в нем очень хорошо в жару, техника не потеет, но вес. Вес и отсутствие каких-то молний практически очень мало, куда можно складывать. И плюс неудобно быстрый доступ. Быстрый доступ практически там нет. Только боковые вот эти кармашки, которые там, когда открываешь, такой звук такой. Но, тем не менее, домки мне тоже нравятся. Несколько изделий домки у меня остались. Я ими пользуюсь. Поэтому почему я говорю об этом? Потому что вторичка тоже изменилась и на eBay, и на Амазоне, на других площадках, и на российских тоже. Я не вижу сейчас каких-то глобальных распродаж. Люди, которые купили хорошие рюкзаки, очень мало продают их, понимают, потому что они ничего не купят, потому что ценники выросли. И те же самые 300-400 долларов за рюкзак, за хороший, это при нынешнем курсе, это большие деньги для многих, и люди подумают, может, 400 долларов потратить на апдейт камеры, зеркальный, это же самый цифровой. Ну, то есть легко. Об этом, кстати, Топтыгин тоже говорил. 300, 400, 500 долларов люди выбирают по апгрейд техники, чем купить какой-то новый аксессуар. Многие. Я считаю, что рано или поздно вы все равно придете к тому, что нужен рюкзак такого класса. Почему? Потому что это не на один год. У меня по опыту моему, это Леви Про рюкзаки, Вангарды, которые там 2 месяца попользовался, понял, что там не знаю, кто это придумал. И вот вылазка наша с Павлом, когда мы ходили несколько раз, он просто уже возмущался, как можно было сделать такой рюкзак, который ничего не помещается, при этом он занимает много места, но туда ничего не положить. Я с этим столкнулся еще лет, наверное, 5-6 назад, когда покупал Вайнгарды, покупал Каты, у меня были всякие сумки, потом Леви Про. Но, честно говоря, слава богу, есть YouTube, друзья. Благодаря блогерам Пирея из Америки я увидел эти изделия, я сразу это распознал, связался с ними, они мне дали ссылку, я посмотрел и действительно был сначала не готов к такому ценообразованию, но потом, когда я это все проэкспериментировал, на тот момент в России нигде не купить было, нигде не посмотреть вживую, и я решился на вот такой эксперимент. Я привез несколько разных изделий. У меня, кстати, есть еще, друзья, Street Pro, который тоже снят с производства, если кому-то интересно, посмотрите. Интересный компактный рюкзак, отличается от всего то, что делает F-Stop. Почему? Потому что он в классической парадигме обычных рюкзаков. Но вот для тех людей, которые любят обычные рюкзаки, конструкции, я имею в виду, с наружной загрузкой, но при этом имеет качество материалов F-Stop, этот рюкзак интересен. Тем более на него спеццена, на него очень хороший ценник. Поэтому он интересен. Но он не складывается, конечно, его не сделать плоским. У него боковинки жесткие, так же, как у того рюкзака, с которым я расстался, это Кенти. И Кенти, кстати, меня поразил первый раз, когда боковой слинг рюкзак, но по прошествии времени я понял, что он просто для меня маленький, понимаете? Не то, что в него не влазит, в него там все влазит, все нормально, все хорошо, и боковые загрузки сделаны грамотно. Проблема была как раз в тяжелых штативах. Как только я к нему пристегивал тяжелый штатив, он сразу кренился, соответственно, у него нагрузка на лямки шла, он сжимался так. Поэтому если вы не носите тяжелые штативы, это 3-2,5 килограммовые, если вы носите одну камеру, как я, или там 2 камеры легких, не парк объективов, Кенти очень хороший вариант. В этом плане я считаю шаг вперед. Поначалу, когда вышла серия, то, что я вам показывал, друзья, Toyota, я считал, что это шаг назад, поскольку материалы там немножко такие более приятные на ощупь, не классический Mountain серии. Но конструкция, в дальнейшем, когда я изучил конструкция, конечно, более серьезная, чем у Кенти, потому что эти рюкзаки уже имеют все боковые молнии герметичные полностью, он тоже влагозащищен, плюс это роллтоп с большей шириной, и самое главное, друзья, что он имеет прямоугольную форму, где можно, собственно говоря, в том числе и вот эти отсеки туда внутрь вставить. Несмотря на то, что он не имеет очень большой глубины, отсек вот такого класса туда влезет. И я уверен, что многие люди будут покупать этот рюкзак и использовать его уже с профессиональными ICU-системами. Кстати, вот это Universal, так называемый Insert Unit, Insert Camera Unit, да, который в варианте Шимода тоже по-другому называется, в варианте Вандердерн тоже по-другому, кубы называют их там разные. Ну, можно сказать, это инсерты. Это инсерты для техники. Собственно говоря,
само устройство, которое защищает от ударов, от сжатия, от ударов любую технику, начиная от камер, заканчивая дронами, лопастями, аксессуарами, вспышками и всему подобному. Самое главное, что эти кубы, эти инсерты позволяют вам любую сумку, любую вашу дамскую сумочку, любой ваш пакет просто превратить в профессиональное устройство хранения. Поэтому то, что такое было сделано, и люди, которые это придумали, им нужно памятник поставить фотографу, потому что это решение кардинально отличается от всего, что было. Это вынашивалось в голове, и я считал, что почему никто не сделает отдельно такой стандартный какой-то кейс, да, который может модифицироваться. Это, скорее всего, пошло от военных технологий, потому что вы знаете, что там тоже есть такие стандартные кейсы, паунчи так называемые. Но просто паунч – это одно, а здесь уже как бы полноценная коробка, грубо говоря, для хранения поделена на отсеки. Поэтому все лучше берется оттуда, от каких-то технологий высоких, как говорится, и потом появляется в гражданке. Сегодня у нас час уже почти прошел, друзья. Еще не скучно вам здесь с Фуионычем? Давайте поболтаем о чем-то другом, о путешествиях, о том, кто где, куда ездит, кто хочет куда съездить. Я, например, в Азию очень хочу съездить, никогда там не был. Но мне все там советуют. Я, в принципе, давно собирался туда, но никак у меня все не получается туда выбраться. Как-то обстоятельства, Станислав. Может быть, в этом году все изменится, и если нам не откроют там эти страны ближнего расстояния, придется куда-то далеко ехать. А что вы по этому поводу думаете? Я знаю многих друзей и фотографов, которые путешествуют по России, только по России. И могу сказать, что там есть что посмотреть, здесь есть что посмотреть. И в том числе и в Питер, кто приедет, кто приехал на чемпионат, не только потратить там сотни тысяч рублей за билеты, а хочет увидеть город, увидеть какие-то окрестности интересные, у вас есть такой шанс. Сейчас очень тепло в городе и за городом, великолепная погода, уже вода прогрелась, люди купаются, поэтому такие места есть. Пишите, мы вам покажем. Что так зажужжало сильно? Зажужжал. Жужелица, это ноутбук решил охладиться. Охладиться. Решил охладиться ноутбук. Да. Значит, по поводу фликера я вам сказал, друзья, вперед, как говорится, делайте страницу, если вы не хотите даже про аккаунт, попробуйте, посмотрите, потому что у меня за последнее время даже присоединились несколько людей, которые пользовались фликером еще на заре, еще 8-10 лет назад, потом его забросили, когда он стал платным. Ну вот буквально там недавно человек тоже написал, что я опять сделал страницу, собственно говоря, и там несколько кадров он там выложил, да. Как раз он написал о том, что там раньше было сообщество, обменивались какими-то техниками, какие-то выездные сессии. Все это, друзья, осталось. Просто вы пропустили время. На самом деле все гораздо интереснее. И тренинги там есть, и специальные обучающие курсы, продажа принтов. Все там есть, друзья, просто внимательно изучайте. Если я об этом не говорю, то не значит, что там этого нет. Там все есть, друзья. Если вы посмотрите даже список топовых фотографов, посмотрите в анонсах Фликера, да, группы, посмотрите, просто откройте Flickr Explorer, просто верхние хотя бы 10 фотографий, посмотрите, кто сделал, да, что это за люди, и вы их найдете в журналах, в известных журналах, и если вы периодически это читаете, смотрите, то вы знаете, что такие фотографы там есть. Я не буду там полный список говорить, но там и Шиллер, и там, Гибс, и Коэн, там, и множество фотографов из Польши, из Америки, из Зеландии, из Австралии, из России, известнейших фотографов, которые зарабатывают большие деньги. Они там присутствуют, и они там есть. Плюс они проводят курсы, проводят обучающие семинары, выездные сессии, ивенты. Вы сами с прошлого года теперь сами можете делать ивенты. Все это позволяет платформа это делать. Поэтому внимательно читайте. Если какие-то вопросы появляются, задавайте мне. Если я не смогу ответить, вы сможете их найти в разделе «Блог» от Flickr. Поэтому эта платформа развивается в сторону популяризации фото. Это была всегда платформа популяризации фотографии, не популяризации компьютерной графики, как это было там год-полтора назад, когда начался Flickr скатываться в это. Да. Но я думаю, что это было связано как раз с тем, чтобы надо было накопить какие-то денежки. Но сейчас это все достаточно четко стало ясно.
людям, даже если не озвучено, то реально, ребята, вы должны понимать, что объемы жестких дисков, выделенка серверов, это все стоит денег, поэтому просто так какой-то хлам складывать туда Flickr, конечно, не будет. Туда будут помещаться только интересные работы, и просто наливать какие-то... Я тут тоже услышал от Сергея, там, как он написал первое впечатление, что много-много автобусов каких-то школьных там. Была тут, помните, история, когда я озвучивал, что человек попал с 20 фотографиями в Explorer в один день. Там сплошные, сбой какой-то пошел, и 20 фотографий в Explorer зашли его одного человека, этих автобусов. Ну, бывают, конечно, тематические вещи, там BLM была, помню, день один BLM, там все было в BLM, да. То есть сейчас вот, конечно, меня радует, что тематика уже более такая народная, доступная и, собственно говоря, популярная. И вот 22 числа, друзья, еще раз повторю, день селфи, поэтому разместившие свое селфи интересное на своей странице и опубликовавшие ее, эту фотографию или селфи, в группе Flickr социал, в разделе конкурса, там это есть в верхнем ряду с жирными восклицательными знаками, там все это написано. Или просто добавив его в ленту в Flickr социал с пометкой, что это селфи-конкурс, вы сможете в нем участвовать, и если вы выиграете, вы попадете в ленту 500 лучших фотографий 22 числа. Мы это увидим через неделю и запишем видео по этому поводу. Ну, если никто не пишет, или все на работе, все заняты, да, один Фуэлович болтает, сидит. Да, ну да, 10:35, еще рано. Еще рано. Ну, посидим, что у меня времени есть. Сегодня толковая информация для вас, поэтому я думаю, что YouTube ее продвинет. Потому что, ну, мы не будем албанский бизнес сегодня обсуждать более глубоко, хотя, если вы хотите, мы рассмотрим варианты, почему мы до такого дошли, почему выходят новые камеры очень дорогие, выходят новые какие-то материалы любого бизнеса, и они становятся очень дорогие, и фотографии, себестоимость фотографии возрастает уже кратно. То же самое происходит в строительстве. Я сейчас посмотрел несколько видео людей, которые, честно говоря, вообще не понимают, что происходит. И Пынзарь, кстати, об этом говорил, что некоторые материалы подорожали в 2-3 раза, и для строительного рынка, честно говоря, это является неким сигналом. Я всегда говорил, что ничего просто случайно не бывает, и когда говорим не только о каком-то картельном сговоре, но о каких-то тенденциях, да. Также произошло, когда резко подорожали носители жестких дисков или видеокарты, да, которых просто физически становится все меньше. Я обращаю ваше внимание, друзья, ничего не бывает случайно, во-первых, ничего не бывает вечным. Хорошо. Если сегодня вы можете купить карты памяти, кстати, вот о них можно еще поговорить. Я обратил внимание на тенденцию, что, с одной стороны, карты памяти большого объема и скоростные, которые требуются сейчас для путешествия, они очень сильно дорогие. Терабайтник стоит, по-моему, в районе $600, даже у нас, и за границей еще дороже. Некоторые думают, что там дешевле, нет. У нас есть производство под Питером компании Sony, поэтому оно не остановлено, оно работает, поэтому у нас есть преимущество, и эти карточки значительно дешевле, чем на любых площадках зарубежных. У меня есть несколько камер Sony, в основном-то небольших объемов, 8, 16, 32 и больше я покупаю в основном SD, компания SanDisk. Очень надежные, стараюсь покупать экстрем, но вот вы знаете мою историю, что когда я вставил в такую карточку из камеры, сейчас покажу вам. Покажу вам эту карточку. Попробую дотянуться. Дотянуться до звезд. Дотянулся. Вот, смотрите, друзья. Как только у меня появилась вот эта камера, пару лет назад, больше, наверное, да, когда я начал делать канал уже, Сонька 200, да, это старая уже камера, но снимает она хорошо, пишет стерео. Тут колпачок для нее защитный. Она пишет на карту формата microSD. Она через специальный переходник, переходник не буду показывать, он там остался. Я поставил карточку, которая у меня была уже черного цвета такого. Интересно, кстати, у меня она осталась, эта карточка. Я не помню, с какого устройства, по-моему, с какого-то сотового телефона я ее использовал. И вот здесь у меня в этих штучках была эта карточка. Вот, кстати, еще линспен, которым я уже не пользуюсь. Немецкая кисточка колонковая для очистки оптики. Так, да.
Даже крестовой какой-то, крестовая насадка. Пластыри, очень нужная вещь в нашем деле. Когда кто-то, не дай бог, поранится, пластырь нам нужен обязательно. Так вот. Вот, кстати, эти карточки. Здесь черной нету, да? Ну, вот Sony, вот, кстати, как раз. И вот карточки отличаются скоростью. Есть несколько показателей, которые говорят об этом, да. Это вверху, если вы посмотрите, видите скорость в мегабайтах в секунду. Не путайте с мегабитами. МБ большой, мегабайт. Умножайте на 8, получаете реальную скорость в мегабитах. 40 мегабит на 8, 320 мегабит в секунду, 40 мегабайт. Дальше идет класс скорости, 10, да, ну это высокий класс, но в таком чане, да, или там внутри такого U стоит циферка 1. Это значит, что эта карточка имеет начальный низкий, самый порог скорости низкий. Значит, я думал, что вот эти карточки, которые у меня 64-й, у меня 64-й карточки, друзья. Я, кстати, буду сигмы снимать на эти карточки, посмотрим, что получится. 64-й карточки ультра, это я снимал перед прошлого года поездкой, купил, для как раз вот этой камеры, чтобы у меня была возможность, если что-то случится, если я не смогу куда-то загрузить, интернет будет низкий, что, собственно говоря, так и оказалось, то я могу сохранить достаточно много на эту карточку. Вот этой камеры, по-моему, помещается чуть ли не 6 часов, я не помню, 4 часа в самом высоком разрешении. Вот. Здесь вы видите тоже такие же циферки, я вам зачитаю, поскольку камера на моем маке невысокого уровня. XC. Здесь HC класс, здесь XC. Micro SD 10 класса. Но U вот этого нету. Еще, кстати, обратил бы ваше внимание на то, сейчас как раз Виктор меня спрашивал по поводу, какую карточку купить. У него тоже заглючила такая карточка. Я уже не буду покупать вот такие большие карты с переключателем, потому что мой 32-битная карта, которая постоянно некоторое время назад глючила, и зимой, вы помните, глючила как раз из-за этого переключателя. Я, честно говоря, попробовал поснимать вот на эти карточки. Разницы в Sigma в скорости не увидел, но они работают с Sigma, поэтому можно вот такими карточками пользоваться в фотоаппарате, в моем в том числе, через переходник. Так вот, это ультра, который здесь подходит для тех потоков, которые HD, ну, почти 4К. Я думал, что все будет хорошо, все нормально, и этой скорости вполне будет хватать, потому что они действительно карточки несколько раз быстрее, чем вот эти карты старого поколения. Но каково было мое удивление и изумление, когда оказалось, что эти карточки, когда я ставил в дрон мне сразу написал: выкинь свою карту, это очень медленная карта. Я так прибалдел, стал изучать этот вопрос, и уже, вы знаете, исходя из того видео, которое я записывал, что прежде чем снимать что-то на дрон, тестовый режим, мне пришлось купить карту. И эта карта сейчас стоит в дроне. Она А2. И там U тройка. То есть меньше 300 мегабайт в секунду эта карта не должна быть, скорость. То есть вы понимаете, да, 3 на 30 на 8, 240 мегабит в секунду эта карточка должна принимать сигнал. Почему я и говорил, что когда я запускал видео с Panasonic, первую 4К плазмы, которую выпустил Panasonic много лет назад, мы тогда искали компьютер, который смог бы этот сигнал передать, нашли Z-серию MacBook 15, который этот поток 150 мегабит в секунду, 150 мегабит в секунду. И я тогда был поражен, что это больше 100 мегабит в секунду, и тогда уже появился формат HDMI 2.0, мы его заказали с активным экранированием, с активным питанием, и запустили, увидели поток больше 100 мегабит в секунду, мы прибалдели, потому что, обычный Blu-ray там покрут, 40, 50, не 100, не 150. Так вот, поток, который идет с новых вот этих дронов 4К и 5 и 4К, он больше, значительно, поэтому требовательны совершенно другие карточки. Я, кстати, вставлял эту карточку, вот эту самую быструю, которая у меня сейчас есть в Sigma, и несмотря на то, что мне говорили, что и блогеры говорят, что разницы никакой нет в скорости загрузки, могу сказать, разницы действительно никакой нет. То есть скорость загрузки самой камеры Sigma DP3M ограничена самим процессором и самим алгоритмом. Поэтому, но она работает, эта карточка, то есть никаких ограничений нет. По емкости, если кто-то экспериментировал, ребята, скажите, может быть, кто-то пробовал 256. У нас сейчас, не только у нас, в России, очень мало поставок карт 256.
Из-за этого на них цена взвинтилась, и даже многие поставщики говорили, я хотел 256 купить, говорили, что не будет до конца июля этих карточек, как раз со сбоями в производстве, с ограничением спроса, с увеличением спроса. И почему я об этом говорю? Потому что, друзья, это как раз вот говорит о сезонности, во-первых, спроса, во-вторых, о том, что пожары, которые были на заводах, какие-то аварии на заводах, которые я считаю тоже не случайной, они как бы являются неким таким инструментом для ценообразования этих компаний. Ну, так же, как с нефтью, да, сгорел какой-то завод, сразу пум, нефть пошла, и люди деньги заработали, миллионы, просто ничего не делая, просто на купил-продай на бирже. Поэтому, но поскольку нам приходится зарабатывать деньги своим трудом, тратить их на эти аксессуары, мы не должны попасть в эту ловушку, и я думаю, что, друзья, нужно просто заранее подготовиться. Поэтому если вы считаете, что можно какие-то вещи откладывать на потом, то могу вас следующее сказать. Если у вас нет фотопленки в 80-х годах, то вы не снимете кадр. В современности, если у вас нет карточек памяти, то, к сожалению, у вас не получится сделать фотографии, даже если вы очень хороший фотограф. Поэтому без камеры, без карточки и без аккумулятора снять вы не сможете. Поэтому, конечно, рюкзаки, все это хорошо, сумки, штативы, все замечательно. Но, друзья, где это хранить и куда это записывать? Это карты памяти. Обратите на это внимание. И поэтому, если вы считаете, что вы купили одну карточку и все хорошо, у меня был случай, когда карточка заглючила. Я прекрасно, имея опыт работы с цифровой камерой с 2003 года, это уже собственный опыт, а работал я с цифровыми камерами с момента их появления, это с начала нулевых, даже с 90-х, конца 90-х годов. В 99 году мы уже продавали цифровые камеры в «Звездной лиге», даже раньше. Поэтому могу сказать так, что если у вас нет двух камер, карточек с собой, да, то, скорее всего, будут у вас проблемы. Поэтому карточек нужно несколько, обязательно запасных. Не обязательно они должны быть большого объема, но запасные карточки должны быть обязательно, потому что если одна заглючит, второй вы сможете сделать свою работу. Особенно если зарабатываете на этом деньги. Поэтому карточки на первую позицию. На первую позицию это наличие карточек. Да. Да. Заходите на канал, друзья. Мы сегодня, кстати, попробуем сейчас еще кого-нибудь пригласить. Может быть, кто-то изъявит желание. Сейчас, благо такая возможность есть, приглашать из разных соцсетей, кому что хочется. В этом, конечно, да, преимущество технологий, то, что вы можете практически сразу приглашать людей в онлайне. Да. Ну, такой сегодня, видите, размеренный эфир, заодно посмотрим, как это как это работает. Погода такая сегодня, я не хочу в этот пасмурный день идти куда-то, что-то делать. Мне приятно с вами посидеть, поболтать, друзья. Если и вам тоже, ну, давайте какую-нибудь тему новую какую-нибудь тему задвинем сегодня. Может, карточки осудим. Осудим албанский бизнес, еще что-нибудь. Так что вот, может, еще кто-то захочет поучаствовать. Ну, мне в кайф, честно говоря, посидеть, поболтать сегодня. Очень-очень. Очень-очень кайфануть. Сижу, приглашаю всех. Не делаю анонсы заранее, знаете, как некоторые делают анонсы, то приглашают. Ну, вот, честно говоря. Сегодня такой у меня эксперимент. А чё нет? Нормально, кайфануть.
Просто кайфануть. На сегодня такой у меня настрой. Тут, кстати, друзья, я стал использовать интересный инструмент для оформления Инстаграм, для оформления обложек, так называемых, тон был, я их не выговорю, это слово, да, ну, превьюшки, да, сами, фотографии канала, можно использовать и для Инстаграма, для Фейсбука, Canva. Я, честно говоря, очень много лет назад пользовался, потом как-то забросил, а тут что-то вернулся, мне так понравилось. Там столько всяких стандартов, там вбиваете слово, получаете значок там графики, значок видео, там много чего. В общем, инструмент достаточно интересный, а получилось как, я смотрел что-то видео, и там как раз разбивался вопрос по Инстаграму. Кстати, с Клабхауса нашел этого человека, который мне подарил это дери. И я что-то так, канва, ну, думаю, зайду, посмотрю, как канва изменилась за эти годы. И, честно говоря, прибалдел, сколько там всего. И вот последние, кстати, когда я поменял стиль своего, обложек своего канала, именно я их стал делать в канве. И даже не в фотошопе, как раньше, а в канве. То есть понятно, что я фотошоп там тоже что-то использую перед этим, но потом я собираю все это в канве, причем без всяких там наложений вот этих сложных. Друзья, кстати, ну, я понимаю, что мои значки далеки от совершенства, но я все-таки хочу все это самому освоить. Мне всегда это было интересно, какие-то новые вещи. Если, конечно, я понимаю, что мне это не интересно, то я делегирую полномочия, да. А так, когда мне интересно, я сам занимаюсь. Просто не то, что мне жаба душит, да, но я просто, мне интересно самому этот процесс, извиняюсь, весь пройти. Поэтому канва интересна. Она, кстати, и для айфона годится, и для начинающих, кто делает каналы, Инстаграм. В ТикТоке, кстати, я тоже стал выкладывать короткие видео. И мне, конечно, посмотрел Саша Суворова, который говорил, что несколько раз надо в день выкладывать, там несколько недель. Ну, я нет, я по такому, по дедовскому методу. У меня выкладываются они там раз в неделю, там 2 раза в неделю, то есть такое. Ну, вот так, развлеколово. Я просто хотел посмотреть статистику. Конечно, я не делаю так, как многие, не выкладываю в сторисы, ой, в сторисы говорю, в короткие видео, шорты, да, видео, которые записано в ТикТоке со значками. То есть YouTube это не любит, и я тоже считаю, что это несправедливо делать как бы для основной платформы TikTok, а потом то же самое лить туда. То есть понятно, что это конкурирующая фирма, сами шорты. Я все-таки верю больше в шорты, чем в TikTok, потому что, хотя вот тиктокеры миллионники, Саша Суворов миллионник, поэтому я, честно говоря, ему доверяю, но я не вижу будущего в ТикТоке. Вот лично я абсолютно. Как для моего формата, для образовательного, для какого-то, не то что просвещения, а для каких-то интересных мыслей. Я считаю, что YouTube более интересная площадка. И, честно говоря, на ТикТок я ставку не делаю. Хотя у меня несколько роликов есть, и, ну, там 500 они набирают, там, каждый со временем, да. Может быть, как-то и больше, какие-то, может быть, улетят. Ну, то, что я там вижу, там есть, конечно, и образовательный контент, есть много чего интересного. Но вот мой ТикТок, кстати, можете зайти посмотреть. Я принципиально там никого, ни на кого не подписываюсь, хотя понятно, что алгоритм, вот, кстати, 112 последний посмотрели ролик мой с, с этими, с цветочками. Да, я делал с цветочками, тут видео такое короткое. Ну, просто видео, какие-то там заставки делал. Так что вот, ну, найдете просто, тоже Лиstenwave забьете или Фовеныч, я думаю, что найдете. Ссылки там есть, кросс у меня. А, кстати, тиктоковскую ссылку я не делаю принципиально. Не знаю, можно будет, кстати, попробовать это сделать. Да, даже кто-то что-то пишет здесь, ну, не знаю, 8 подписчиков у меня там. И тут был, кстати, у этого Корнета, знаете, да, этого блогера, который занимается продвижением, тоже интересный парень молодой. Здорово он делает, он игры делает. И, соответственно, он как раз задал вопрос недавно в опроснике, где легче всего получить подписчиков. Роб, кстати, тоже делал из VidIQ такой опрос. Какая площадка легче всего получить подписчиков? YouTube, TikTok, Instagram, Facebook или еще там кто-то. Я написал, и там еще был вариант другой, и я написал вариант Clubhouse. И абсолютно правильно, потому что я на Clubhouse сколько там, за неделю 500, по-моему, получил, да, такого нигде, никаких площадках у меня не было. Сейчас, по-моему, под, не знаю, 600, что ли. Ну, я там, в принципе, уже так подзабросил немного, периодически заходил. Ну, может, сегодня, кстати, комнату сделаю, друзья, если захотите, можем посидеть, поболтать в Клабхаусе. Но я все-таки сегодня у меня настрой какой-то на Ютубе.
Не хочется мне в Клабхаус сегодня. Так, посмотрим, кто придет сегодня еще сюда, кто зайдет к нам сегодня. Поэтому пишите комменты. Люди там уши протыкают. Вообще жесть какая-то. Ну и реклама, конечно, появилась реклама уже, и уже практически вот каждый ролик выходит, и вверху идет реклама Евро 2020. Ну дальше что? Вот нажимаю я Евро 2020, попадаю на расписание. Красивые картинки. Ну, все заканчивается, когда ценники смотришь, сколько стоит поучаствовать. Я вспоминаю времена, когда какие-то чемпионаты даже проходили. Чемпионат, например, Европы, который проходил регулярно в 80-е по лыжному спорту в Каугало. Мы могли просто одеть лыжи там и выйти на трассу и стоять прямо рядом с гонщиками, смотреть там, участвовать, и никакие там билеты не надо было покупать. Не то, что там до сотни тысяч рублей, да. Там на футбол сходить, ну, как бы какие-то копейки, все это стоило вход. Блин, такие суммы, которые сейчас... Ну, у меня в голове это не укладывается абсолютно. Скажется, вы-то отсталый человек, как бы это элита, типа, ну, друзья. Не знаю, элита. Это мое личное мнение, я считаю, что это неправильно. Это коммерческое предприятие, так же, как и Макдональдс. Но Макдональдс сделал доступным еду, да, всему миру. И пока не существует ресторанной сети и вообще продуктовой сети, которая может быть накормить человека за такие деньги. Если вы знаете такую, скажите. Может быть, в Индии, кстати, есть какие-то альтернативы. Куда, кстати, тоже нужно обязательно всем съездить. Я там не был, но очень-очень хочу. И, кстати, интересно вот этот феномен, почему по такой резкий скачок, подъем спроса на часть моих видео в шорты, да, мужчины, там я посмотрел ценовую, говорю, группу, возрастную группу, там как раз 18-24, я очень удивился, что это группа, которую я хотел, чтобы меня расширилась. Она расширилась у меня до 60% почти. Я сейчас буду над этим работать. Несомненно, я буду делать видео, конечно, в том числе вот такие без каких-то сложных русских предложений. И я уверен, что миллиард человек, которые там есть, это, конечно, аудитория. Так же, как 1,5 миллиарда в Китае. Поэтому, друзья, обращайте внимание на это. И здесь не надо быть каким-то толерантным или еще кем-то. Просто нужно быть интересным и заниматься своим делом. Если действительно ты видишь, что твоя информация, твой опыт как-то востребован, обязательно смотрите обратную связь. И в этом плане я почему говорю... О, привет, Дина. Привет. Калифорния. Не спится. А у нас сегодня тема разная. Тема сегодня у нас про штативы, и про путешествия, и про албанский бизнес. Почему фотография дорожает, почему многие отрасли, вот в строительной отрасли я говорил, что у нас там рад взаимно, рад Дина взаимно. Как учеба, как учеба. Учение свет, как говорил Ленин. Учиться, 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 кстати. То, чем я всю жизнь занимаюсь, и могу сказать, когда мне говорят, что я не профессионал, некоторые личности тут есть такие, были. Я, честно говоря, раньше комментировал, сейчас даже смешно. Я всю жизнь учусь, и, как говорил великий китайский мыслитель, я знаю только то, что ничего не знаю. И в музыкальных отраслях все уже, да. А у нас, вот когда я к зубному ходил, первый мед, как раз там преподаватель, известный преподаватель, она говорит, вот у нас там 17, по-моему, числа начинаются ГОСы. Госэкзамены, я помню, тоже сдавал. Я помню, что да, действительно, в июне, по-моему, это было, а может быть, в июле. Да. Ну, поздравляю, Дин, поздравляю. Теперь можно наслаждаться творчеством, можно сказать. Да. Я пропустил, да, Дина, обязательно посмотрю. Что-то у меня тут с этим дроном, я огромное количество информации сейчас изучаю, плюс у меня там регистрация. Регистрация вроде получилась у меня, все мне прислали, номер, пока я еще не сделал его, но поэтому я так погрузился, и не все каналы я смотрел. Обязательно посмотрю, обязательно посмотрю. Кстати, рекомендую, друзья, если вы интересуетесь музыкой, интересуетесь пением, интересуетесь не только мировыми хитами, но и очень интересным исполнением, канал Дины. Зайдите, Дина USA. Вот она написала в комментарии. Посмотрите ее канал, потому что многие вещи, которые мне очень нравились, музыкальные, и слава богу, благодаря Клабхаусу мы познакомились, и я, честно говоря, был шокирован исполнительским, и не только мастерством, но и голосом. То есть голос вообще это ключ. Не только на Ютубе, но и вообще везде. И как в
в лозунге компании Marantz, Соло Маранца, да, который больше 100 лет занимается выпуском хай-фай техники. Последний лозунг, который они сделали, это «Because music matters». Да. Но фотография. Фотографии? Сейчас зайдем, посмотрим. Сейчас в онлайне прямо зайдем, посмотрим. Так, открываем Инстаграм. Я, кстати, прикреплю ссылку, посмотрите в Инстаграме. У Дины есть Инстаграм. Сейчас мы найдем. Заодно проверим, как работает поиск. Инстаграм называется DinaGavin72. Ну, я проговорил, но я прикреплю ссылку обязательно. Давайте посмотрим. Да, ну, эту фотографию портрета я видел, да. Просто кто делал? Это автофотография селфи, Дина? То, которую я отметил несколько дней назад. Сама делала? Супер. Ну, могу сказать, что это круто, друзья. Я такие портреты люблю, тем более я могу сказать, что автопортрет мне такой самому не получится сделать. У меня будет или угрюмое лицо в капюшоне, или в кепке, или какое, которое у меня сегодня на заставке идет. Нет, это круто, конечно, да. Черно-белые фотографии, во-первых. Во-вторых, ну, черно-белый – это классика, да. И здесь очень фон классный, размытый фон с контровым светом. Ну, здорово, просто круто. Цветочек в цепи в свете Color, Color Pop. Да, кстати, тоже интересно, да. Ну, Colored я уже говорил, я записывал множество видео, что я благодаря технике Colored, в принципе, стал популярным на площадке Flickr. И могу сказать, что для тех людей, кому интересен этот прием, здесь у Дины, кстати, на фоне черно-белого здесь оставлены и красный цвет, и желтый, но это уже посложнее техника. Это требует усилий. Требует усилий. Ну и вообще, для того, чтобы разнообразить ваш Инстаграм, вот эти техники, о которых я говорю, это Colorid, Cyan и та техника, которую я использовал. Кстати, в моем Инстаграме я разместил фотографию облаков, когда я ходил снимать ирисы на болоте. Я снял в отражении, была очень гладкая, у нас закрыли эту глухарку, теперь она как озеро стала, то есть непроточная. И там очень красивые облака, я несколько кадров сделал, потом стал выбирать. И один из фотографий как раз на своем инстаграме, я ее опубликовал в технике вот такой голубого циана. Ну, она по-другому называется цвет. Ну, вот. Но потом я посмотрел на динамику, то, что происходит во Фликере. Полноценная версия этой фотографии выглядит совсем по-другому, друзья. Сейчас покажу, как. Я все-таки решил ее сделать в черно-белом варианте. Почему? Потому что, ну, простым людям более доступный черно-белый вариант. И по опыту могу сказать, что это так. Хотя мои поклонники, которые Flickr следят за моими экспериментами в Colored, вот это в черно-белом. Кстати, видите, здесь она почему-то из-за того, что экран, она, видите, голубая. Что за бред? Это знак свыше. На самом деле это черно-белая фотография. Это отражение в воде. Никакого здесь фотошопа, кроме я убрал какие-то точки на воде, какие-то пылинки. Но видите, вот эти пылинки, которые на воде, у меня превратились в звезды. Понятно, что они сами собой не превратились. Я там поработал с контрастом, с тенями, с градиентом. То есть, ну, получилась вот такая фотография в стиле размыва такого, да. У меня она называется на санскрите майя. Майя. Вся наша жизнь майя. И вот такая фотография. Ну, тоже процент у нее высокий. 65 из 300. Нормально. И в этой связи могу сказать, что учиться никогда не поздно. Во-вторых, пользуйтесь этими техниками, благо есть о них информация не только на моем канале, но и на других каналах. Конечно, я этому уделяю внимание и стараюсь, чтобы вы попробовали хоть раз эти техники. Благо сейчас современный, кстати, Сергей затрагивал эту тему, многие знают, что я обрабатываю на iPad Pro. Сейчас вышел новый iPad, удивительный совершенно по возможностям, по скоростям. И как раз был вопрос об обработке фотографий на планшете. Потому что я-то перешел в 2016 году с макбуков, да,
когда понял, что и спина уже стала болеть, и как-то что-то не нравился мне дисплей, несмотря на то, что был iMac уже большой. Я увидел, когда вышел этот дисплей iPad Pro, я понял, что не только я, мои друзья, знакомые фотографы, когда увидели этот способ обработки, увидели результаты без калибровки, без всякой печать тоже фотографии сразу практически идентичная. Я понял, что это будущее, и могу сказать, что это абсолютное будущее. С выходом и анонсом на прошлой неделе iOS 15, который еще более приближает нас к временам, когда планшеты полностью заменят ноутбуки, я в этом не сомневаюсь абсолютно. Считаю, что планшеты тоже промежуточный этап перед этими операционными системами, там, которые будут в дальнейшем в разных вариантах голографический экран, еще какие-то вещи. Но это очень удобно, плюс это все руками делается, без, через эти кнопки, через эти знаки, сочетание цветов. То есть это очень быстро делается. Поэтому я показывал, и Дина как раз участвовала в эксперименте онлайн интерактивной фотографии, которую мы делали на площадке OpenLand. Сейчас OpenLand как-то не очень сильно развивается, точнее, совсем не развивается, поэтому большие влияния в Clubhouse позволили этой платформе тоже конкурировать. И я думаю, что как раз я говорил о том, что можно будет сделать интерактив с разных городов на площадке Clubhouse. Эта идея никуда не делась, она взращивается. Соответственно, мы можем реализовать с вами, если напишите, кто еще имеет желание, да. Макс, кстати, тоже тогда участвовал в этой онлайн-конференции. Не конференция, это онлайн была съемка. Очень интересный процесс, когда вы с разными людьми с разных частей планеты как бы можете пройти весь этап съемки, процесса обработки, какие-то просто поболтать и что-то увидеть. И, честно говоря, это меня сильно вдохновило. Сейчас я уже так немножко подуспокоился, но для кого-то, может быть, это будет новинка. И это действительно то, что называют сейчас таким словом умным. Подскажи, Дина, как называется? Коворкинг. Это коворкинг. Коворкинг. Да, еще, кстати, интересная у меня такая фотография. Я вам покажу сейчас ее в сыром виде. Я, когда снимал эти лилии, опять вернулся к этой коряге, которую снимал зимой. И как раз у меня там, я сделал несколько фотографий, но поскольку там было очень мокро, я сделал вертикальных фотографий несколько, вот такие вот с этой корягой. Так, сейчас покажу. Горизонтальную сделал вот эту, да. И потом вот я из нее сделал вот такой вот аленький цветочек, желтенький цветочек. Ну, из-за того, что у меня была очень яркая освещенность, я не видел дисплей, и, соответственно, у меня фокусировка ушла с этого цветка и ушла с этой коряги. У меня фокусировка в листьях. Что делать в таких случаях? Когда я понимаю, что мне туда надо возвращаться, что, скорее всего, цветок-то уже такой не будет там, да, надо как-то делать. И вот я здесь применил множество техник таких, как виньетирование, потом размытие локальное, увеличение четкости в зоне, да, техника изменения цвета. Вы должны понимать, что все, что находится в поле кадра, это тоже имеет канал желтого цвета. Поэтому просто так убрать остальные каналы, оставить желтый, ничего не получится. Будут просто желтые куски по всему полю. И мне пришлось тут извратиться, регулировать уже поканально, регулировать потом с загоном цвета в пересвет, некий вот такой делать вариант соляризации, да, и потом через промежуточный вот этот такой, можно сказать, негатив или диапозитив, делать вот такой кадр, где остался действительно только желтый цветок, а листья, желтый канал из листьев ушел. Повозился я достаточно, но несмотря на то, что кадр, сам объект не резкий, и объект такой с рожками, который указывает ему вон из леса, тоже он не резкий, но некое впечатление мне удалось достичь, хотя я не считаю этот кадр идеальным, и есть как бы огрехи, но реализовать, конечно, вот такую идею, чтобы вытянуть из кадра возможный какой-то посыл, я это сделал. Поэтому всегда говорю, лучше сделать кадр, даже плохой, с точки зрения технических данных, да, но с точки зрения композиции, с точки зрения какого-то момента своего, он все равно остается в силе, и он будет востребован. Сейчас, может быть, не все его оценят, но по прошествии какого-то времени, когда этих цветов становится все меньше и меньше, да, коворкинг, да. Спасибо, Дин.
По поводу красивых фотографий, ну вот у меня сейчас такие мысли по поводу продолжения этой идеи, техники Color. Это я хочу записать какое-то, может быть, развернутое видео. По сепи я записывал, вы знаете, потом этот тренд, он прочно зашел. Хотя он такой, он не широкий тренд сепии, да, но вот мне тут даже профессиональные фотографы многие говорили, что сепия вообще это фигня, и это вообще плохо все. Но по большому счету люди просто рассматривают сепии только в единственном оттенке. Например, коричневая сепия или, например, красно-коричневая сепия, как у да Винчи, да. То есть, ну, те, кто знаком с художественными какими-то произведениями, они понимают, что сепия огромного количества видов. И несмотря на то, что сепия сама это существо, да, существо, да, которое обитает в Средиземном море, каракатица, а, тем не менее оттенков очень много. И есть и желтые оттенки сепии, и коричневые оттенки сепии, зеленые оттенки сепии. Так вот, я вам хотел сказать про другое, друзья. Я вам хотел сказать про технику Color, это, во-первых. Во-вторых, показать вам фотографию, которая как я предполагал, ну, может быть, да, попадет она в эксплуатацию. Я надеялся, что именно эта работа попадет. И я расскажу историю этой фотографии. На момент, когда я записывал видео, я пошел один на это болото. Болотная была выпуск. Посмотрите этот выпуск. Там меня сопровождает не Павел Мартов, сопровождает мой новый помощник, который мне позволил, благодаря технологии Action Track, сделать вот такое мое путешествие более интересным, может быть, для вас. И выходя из леса, когда у меня все кончились уже аккумуляторы, осталось там несколько кадров снять. Да, у меня сел практически аккумулятор, по-моему. Да, я понимал, что сел. И я увидел вот эту дорожку красивую. Она у меня даже где-то снята. Сейчас покажу вам. Пустая дорожка. Нет, у меня ее здесь нету. Ну ладно, ну посчитаем, что здесь не видно человека на велосипеде. Ну вот она такая. То есть свет перпендикулярный, видите, деревья, практически весь кадр, и вот эта часть вот белая чуть-чуть, она на самом деле можно было затенить. То есть такое некое, то же самое, что когда я снимал вместе с Павлом, помните, девушка в красном, которая уходила по рельсам, да, и там тоже было практически все такое в лес. У меня есть та фотография, которая вошла в Explore с велосипедистом в том месте, где сейчас уже практически вырублен лес, и он тоже заехал в кадр, мы с ним потом пообщались. Но здесь я снимал просто этот лес. О, привет, Паш, привет. Я рассказываю, как я кадр сделал. Да, ну, тест болотной воды, но это он про фильтр, мой аквафор, который я купил, и мы хотели все, да. Ты сегодня не выбрался, да, или уже сходил? Уже насладился дождиком, да, Павел? Напиши. Так вот, сейчас я расскажу, а потом продолжим. Внезапно, когда я все это снимал с рук без всяких штативы принципиально я не брал, у меня тут был с собой другой штатив летающий, и я чувствую сзади звонок, и едет велосипедист. Я говорю, ну, велосипедист, ладно. Я понимаю, всегда и говорил, что движение оживляет кадр. И движение в таком месте, когда вы уже поставили фон, вы можете кадр уже строить. В стрите это тоже имеет принципиальное значение, потому что если вы смотрите работы Коэна, смотрите работы других выдающихся фотографов современности, вы видите, что они тоже прекрасно выбирают фон. Только проснулся. Понятно. Это ты так рано в 5 часов утра пошел на болото? Смешно, друзья. Ладно. Так вот, и она заезжает в кадр, но обычно велосипедисты как? Ну, заезжают и едут прямо там, да, вот в таком варианте, да, просто едут. Но тут произошло нечто. Я уже держу на курке, то есть понимаю, что будет кадр, и мне нужно только выбрать кадр, выбрать момент нажатия. Понимаю, что моя сигма записывает там с промежутками. Если я просто буду держать, она будет фигачить с большой скоростью, но разрешение будет невысокое. Так у меня камера устроена. Но я хочу получить большое разрешение, но хочу именно поймать те ракурсы, поскольку я поднял чувствительность, у меня эти кадры сняты, насколько помню, 250 ISO. Соответственно, я понимал, что при таком ярком свете, 500-ку, 250 я точно получу выдержку, и там будет все резко. Но эта женщина, она, вот я покажу уже готовый вариант, у меня нету варианта исходника, но вот это уже обработанный в технике Color, то, что вошло в Explore. Она едет поперек дорожки, и такой делает изгиб вокруг меня, не знаю почему, там никаких луж нет, это абсолютно сухо все. Никаких змей, которых я встречал, там переползали ужи, там люди набегали, смотрели, там, там змея, там, начинали палками тыкать. Ну, дикие люди, что можно сказать.
Дикие люди, если они в городе выросли, никогда змей не видели, только в террариумах, да, в магазинах или в комплексах, как недавно видел, там построили какой-то комплекс лесной, типа написали, и там сидят в клетках эти змеи. Жуть абсолютно. Ну, люди, вы посмотрите, как гадюка ведет себя на природе, как я на полигон ходил, да. Ну, вот. Если вы у нее тыкать пальцем, палкой будете, конечно, она на вас нападет. Ну, сколько надо мозгов. А здесь она просто объезжает, и я понимаю, что интерес кадра как раз в той сумке ярко-оранжевого цвета, да. Это потом уже, когда я вернулся с прогулки и начал выбирать из этих 4 кадров, которые я сделал, я вам все покажу. Есть еще кадр вдалеке, где она идет, вот так вот едет, да. Ну, можно было этот кадр сделать, но здесь он, ну, он такой уже банальный. У меня тот кадр, где я с велосипедистом в Explore, да, он тоже, посмотрите, кстати, мой Explore во Flickr, там есть у меня папочка Explore, там все 30, сколько там, 37 или 40 фотографий, которые у меня попали в Explore. И там как раз вот тоже с техникой Colored. Почему я решил оставить здесь в этой фотографии, как Дина, несколько цветов? Ну, во-первых, для того, чтобы все-таки человек не выделил там просто каким-то серым, да, хотя у него волосы, ну, у него такие серенькие волосы у этой женщины. Штаны такие желтенькие, оранжевая сумка, и я, видите, оставил голубую футболку. Почему? Потому что я увидел, что вот это пятно, я просто рассказываю, как я мыслил, вот это пятно здесь света, ну, вам надо во фликере посмотреть, чтобы понять, оно тоже голубого цвета. И оно, я сделал, затенил, изменил цветопередачу, изменил яркость и сделал таким образом, чтобы какой-то голубой свет хоть какой-то туда, оттуда шел. Что человек, который двигается в ту сторону, к прекрасному, хорошему, хорошей, красивой фотографии, к хорошей жизни, к неалбанскому бизнесу фотографии, он все-таки двигается. И плюс, если серая футболка, серые желтые штаны, ну, я посчитал, что сочетается все-таки желтый с тем цветом, который я оставил, а это не просто голубой цвет, это тот цвет, который я в своей палитре, который записывал видео 19 века, он там присутствует, такой нежный такой, нежный цвет, голубой. Ну и вот эта яркая сумка, плюс у нее кроссовки получились такого же ярко-оранжевого цвета. Ну, в результате все-таки, проснувшись утром пятницы, я понял, что именно эта фотография выбрал Крахт, робот Крахт от Фликера, да, и попал в Explore. Зашла она в серединку ровно в 250. На сегодняшний момент она набрала там порядка 8 тысяч. Ну, в отличие от Сергея, который динамично ворвался в Explore и уже 2 Explore получил за месяц, это совершенно фантастический результат. Могу сказать, что сколько я наблюдаю за новыми авторами, какие-то интересные приходили. Был такой случай, женщина тоже заходила из Штатов, по-моему, 3 эксплора подряд проходила, потом все это забросила дело, хотя она заходила на самый верх. Ну, может быть, ее сразу там нашли работу для нее какую-то, или она решила отказаться от этого. Ну, результат, тут никто не знает, что произойдет, но то, что это мотивирует очень сильно. Почему? Потому что когда на тебя пишет, сыпется град поздравлений, и люди комментируют, начинают что-то спрашивать, я думаю, что это будет интересно для многих. Особенно для тех людей, которые бьются в ТикТоке, чтобы заработать какие-то своих подписчиков, бьются на других площадках, не видят как бы перспективы, видят каких-то мифических людей, ты получаешь живые отклики людей. Я считаю, что эта площадка стоит того. Она, конечно, не такая онлайновая, как Clubhouse, но тем не менее это так. И сегодня, кстати, в Explorer тоже интересные работы. Я сегодня как раз, Дина пропустила, рассказывал о том, что 22 числа отмечает весь мир День селфи, и к этому событию эта неделя вся посвящена в разделе Фликера группы Flickr Social объявлен конкурс на лучшие селфи. 500 фотографий лучших со всего света попадут 22 числа в ленту Explore, и будут эти селфи, которые я уже частично видел, а это в ленте можете сами посмотреть, действительно веселые, интересные, не просто там у зеркала там с телефоном, но я вам рекомендую поучаствовать в этом конкурсе, друзья, и я думаю, что у вас все получится. Если вы туда попадете, в эту ленту, ваша жизнь изменится точно. Ну, облака бывают разные. Вот видите, тоже ходил к зубному. Вот такой нашел облако. Сирени. Тоже черно-белое. Хотя можно было сиреневым оставить. Напишите, кстати, в комментах, что вы думаете. Имеет ли право растения быть черно-белыми? У меня, кстати, на бумаге березка, которая вышла, там такая березка была,
в середине 80-х. Мне так она нравилась, она такая с полиэтиленовой основой. И она, кстати, очень хорошо подходила для вот таких фотографий тонированных. Я делал вирирование фотографий, вирированных в сепии, в красный, розовый, в зеленом цвете вирировал. Мне очень нравились эти фотографии на этой бумаге, потому что она не расплывалась, не такая, как Контобром тот же самый, э, Унибром бумага. Ну, и фотографии получались. И самое главное, что ее не надо было глянцевать, потому что кто знает, что такое глянцеватель, специальное устройство, которое нагревает пластины, и вот это вот сама покрытие самой бумаги становится глянцевым, блестящим. Ну, у меня тоже, кстати, сиреневый Дина победил. Я хотел ее сделать сиреневой. Кстати, мы можем сделать версию сиреневую. Я вот после сегодняшнего эфира, я думаю, что можно попробовать сделать. Просто зеленую с сиреневым можно выделить цвета, можно сделать на контрасте. Сиреневый с зеленым сочетается, это природно, и поэтому все нормально получится. Ну, да, сиреневый победил, конечно. У нас просто я тут тоже ходил, когда, я думаю, у меня голова такая распухла от этого сиреневого запаха, потому что я обратно шел, там просто кусты сплошняком. Эта сирень вся одновременно с розами у нас зацвела, одновременно с шиповником, с другими цветами и с молотными рисами, о которых я говорил. Кстати, я упомянул видео, что она водится только на северо-западе и Забайкалье, это не так. Она по всей России водится, не только в России, в Европе часто. Не знаю, есть ли этот цветок в Америке, наверняка тоже в каких-то штатах есть. Водится он на болотах, он распыляется. Очень интересный способ размножения его. У него семена, они сухие, они плавают на воде. То есть они за счет того, что плавают, не смачиваются, они там по воде расплываются. И вот да, если видео мое посмотрите, видели там какое количество. Я сам обалдел, какое количество их было. Потому что год назад, полтора, когда я ходил, увидели, я там искал, там, ну, 2-3, там, и был макросъемку делал. Тут, когда я вышел, там просто поле этих цветов, я, честно говоря, обалдел, как они распространились. Конечно, климат меняется, несомненно, и красота, конечно. Их высаживают, они как бы на огороде вырастают, то есть неприхотливый цветок, их высаживают в том числе и на дачах, там кто у себя во дворе. И, кстати, кто захочет высадить, напишите комментарий, что у вас получилось, потому что я видел фотографии блогеров с других тоже областей, с Калужской области, где у них тоже на огороде там эти ирисы желтые, просто все в желтых ирисах. Мне, честно говоря, они больше нравятся, чем фиолетовые, хотя фиолетовый очень красиво для украшения букетов, для дополнения к какой-то траве, суперская. Поэтому, ну, ирисы. Такие ирисы. Ирисовая диафрагма. Диафрагма. Диаграмма. Диафрагма. Почему ирисовую диафрагму называют в фотоаппарате? Напишите вашу версию. Почему? Может быть, от этого цветка это пошло? Ирис. То, что он из три там таких лепестка. А вы знаете, что старые камеры, вот Велту показывал, и другие камеры, где даже два лепестка затвора. Не три, а два. Потом уже три, четыре, там, ну и диафрагма, соответственно, там 20 лепестков. Как я показывал, Индустар, тоже самый старый планар, да, где там, сколько мы насчитали, 19, по-моему, лепестков или 18 лепестков, почти круглая практически диафрагма. И вот эти боке круглые, красивые, которые всем нравятся, благодаря тому, что там большое количество лепестков. Понятно, что это сложно сделать, но это делают. Это у них все получается. Да, так что с экспериментом с цветом, поскольку сейчас лето, да, черно-белые фотографии хорошо, но все-таки все в черно-белом цвете тоже не всегда заходит. Стрит хорошо заходит. Я люблю пейзажные фотографии, но вот такие фотографии, где участвует человек, птица, у меня больше, наверное, половины эксплора моего как раз в технике Colored и в технике, где черно-белое сочетается с какими-то другими цветами. В этом плане я как бы могу сказать, что этот жанр, он все равно будет востребован, и я уверен, что будет дальше развиваться в какие-то новые, может быть, направления. Ну и плюс, если вы найдете какой-то свой стиль, комбинаторный стиль, где можете сочетать какие-то необычные техники со своим видением, со своим, так, в принципе, и создаются вот эти интересные личности, в том числе и во Фликере, которые уже четко без названия, вот вы открываете Фликер, и просто сразу видите, что это вот этот человек. То есть даже подпись читать не нужно, просто ленту, когда Explore крутите, там же не видите, кто это сделал, да, если вы откроете просто ленту Explore. Ну, вот сейчас я вам покажу. Ну, вот смотрите, сегодняшняя лента Explore, да, вот так вот она выглядит.
Здесь никто не написано, кто снимал чего. Вот вы можете полистать, и через какое-то время, когда вы будете уже участником этой сети, вы увидите топовых фотографов, сразу же их узнаете, и достаточно будет просто вот увидеть работу, и даже не открывая, вы знаете, кто это сделал, потому что это яркий стиль, это четкое абсолютно понимание, что это именно этот фотограф делает, больше никто такого не делает. Так я могу сказать, сказочные стили, вот не выговорить русскую фамилию, но она в английском варианте, она делает сказочные фотографии, портреты детей, да. Есть люди, которые делают панораму. Например, вот такого типа панорамы делает, по-моему, в Словакии, да, ну, здесь Никенков. Есть фотограф из Швейцарии, который тоже подписчик мой. Он делает тоже фантастические панорамы, ну, про поезда, кстати, тоже. Про поезда тема интересная. Тематика сейчас... О, кстати, интересно, как сделано, смотрите. Интересно, кстати, вот это для меня новинка. Павел Март, если смотришь, смотри, как сделано. Очень интересно. Корни, причем вода, корни, но при этом все это сделано с использованием фильтров, размытия, снижения разрешения. Я вижу, в принципе, фильтры снижения разрешения, некая соляризация и работа с цветами, причем цвета именно вот этой палитры, которую я говорю, натуральные. И многие, кстати, сейчас фотографы продают эти палитры, вы знаете, продажа фильтров, продажа палитр, там по-разному это называется. Но это все о том, в принципе, сейчас есть, вы можете кисточкой, ну, как бы этой пипеткой в фотошопе узнать палитру, да, любой работы, она сканирует и выводит палитры, да. То есть и это было и много лет назад, можно было посмотреть и потом, копируя палитру, делать ваши фотографии. Но я не считаю это правильным, потому что вы должны сами найти свою палитру, как я вот постоянно в поиске, да, но тем не менее какие-то цвета, когда ставил выбор, там выбрать 3-4 цвета, я понял, что 3-4 цвета мне не получается выбрать. Получается все равно больше количество цветов. Хотя вот программа Canva та же самая, она рекомендует тоже там 3-4 цвета делать. Ну, не знаю, я считаю, что это сильно ограничило бы меня, поэтому у меня цветов, по-моему, 6 или 7, даже больше, по-моему, основных цветов. Понятно, что есть дополнительные какие-то. Ну вот, кстати, по поводу циана, да, вот этот циан такой фиолетово-голубоватый. Я его использую, мне очень нравится, но могу сказать, по популярности эта техника и эта цветопередача очень низкая. Несмотря на то, что я делал фотографии, которые у меня в этой технике входили в Explore, эти фотографии до сих пор не набирают множество просмотров. Ну, там 5-6 тысяч они набрали и там висят. То есть потому что это очень узкое такое цветовое восприятие, оно не всем понятно, гораздо проще людям вот такое понятно, да, вот яркое, какое-то броское, ну, я могу сказать попсовое, то есть для меня это уже попс. Для многих фотографов, которые уже прошли этот этап, они считают тоже это попсовым. Так же, как вот мои работы, которые сейчас в Explore, да, велосипедисты там раскрашенные, там на фоне черно-белом, тоже для них это попсово. Но мне было приятно то, что меня отметили действительно какие-то интересные фотографы с десятками тысяч подписчиков, известные фотографы, написали комментарий, им понравился мой ракурс. Ну, понятно, что это просто нажатие момента, да, я выбрал тот ракурс, который вот мне показался. Ну и там, конечно, то, что, о чем я говорил, техника золотых сечений и вот это движение в кадре в определенном русле, в определенных геометриях, там это, в принципе, все читается, поэтому это, когда вы видите, смотрите на фотографию как зритель, вы это ощущаете, да, но вот сделать это самому, чтобы это ощущали другие, вот в чем задача. Простота, на самом деле, оказывается, всегда сделать сложнее всего простоту. В этом и есть какой-то закон и загадка. Ну, вот, кстати, тоже в ЦИАНе сделан портрет. Смотрите, как необычно. Очень необычно. Зашел в Explore. Сара Альвес. Ну, вот сегодня что-то много ЦИАНа, смотрите. Овцы идут, гуляют, как там говорят, да? Про овец, которых пасут волки. Или приглашают на обед. Овцы приглашают на обед волков. Но мы сегодня эту тему не будем затрагивать. Политика нас не интересует, вы знаете.
Так что вот цены, да, достаточно прилично. Кстати, я думаю, что некие такие тенденции, если вы видите, что количество циан сам робот Flickr отбирает, то вы имеете право полностью использовать это на своих работах и попробовать посмотреть, потому что я уже не первый раз, вот, кстати, видите, сегодня. Сегодня синхрония Юнга разворачивается. Что за цветок? Мы сегодня о нем говорили. Пол эфира. Ну, он такой же, только цвет другой. Ну, я прочитал, что его вывели, как бы, этот цветок. Я уверен, что есть как бы в естественной среде, скорее всего, тоже такой же цвет. Ну, кто знает, напишите, друзья, где вот вы видели в естественной среде вот такой цветок. Вот народ тут вдали полез. Видите, там Сальвадор Дали, фотографии. Что-то такое. Что-то такое сегодня. Ну, кстати, известный фотограф там, Аниверсу. Она работает в таком стиле, да. Ну, почему я говорю, что многие считают, что все ниши заняты, да, все сфотографировано, друзья мои, это все полная чушь, абсолютная чепуха. Примером может служить, ну, откройте Flickr, посмотрите, блин, опять циан, смотрите. Тут даже желтый цветок тоже в циане сделали. А вы говорите цвет сиреневый. Какой сиреневый? Это циан, это техника Colored. Болото приглашает на пленэр фотографов. Я понял. Я понял, да. Ну, не, ну болото, слушайте, я с момента, как я в школе занимался ориентированием, я обожал болото. Я даже проигрывал соревнования из-за того, что я был очарован. Я ходил просто, уже бросал это соревнование, ходил просто, когда находил вот эти старые эвтрофные болота, где эвтрофные озера, которые, знаете, затянуты вокруг. Само зеркало болота очень маленькое, озеро, да, болото само очень глубокое. Ну, вот можете посмотреть в интернете, все эти данные есть, что такое эвтрофное. И мы с вами отправимся в одно такое место, которое я очень хорошо знаю, и там можно полетать. Будет через какое-то время. Очень интересное место, оно заворожило меня еще в детстве, и это болото до сих пор, там никаких домов вокруг нету, мы его обязательно поснимаем. Поэтому болото – это, правильно Павел говорит, болото – это кладезь вообще. Не случайно Петр Первый выбирал места и для забора воды, и до сих пор это эти места силы, места рождения рек. То есть, ну, это вообще тема отдельная. Что касается болот, это вообще... В Штатах тоже я вот смотрю фотографов, которые снимают, насколько я понимаю, Луизиана, штат, Дина, подскажи. И вот мне нравится фильм с Дензелом Вашингтоном, где, помнишь, он играет человека, который пронзает будущее. И там вот в этом штате очень много съемок, где вот эти мангровые заросли, вот эти болота, где на лодках они перемещаются. Это места, конечно, очень классные. На Юго-Восточной Азии таких мест много, и я могу сказать, что они, конечно, отличаются от болот, которые северная часть, Финляндия, там норвежские болота, да, вот я был тоже на севере России, и там болота совершенно по-другим. Мне нравилось ходить. Одно время даже, помню, я угодил, меня друг вытаскивал там все эти, знаете, страшные фильмы про болото. Ну, как бы это специально сделано, чтобы люди пугались болот. На самом деле болото не так опасно, если ты знаешь. Хотя вот гринпинская трясина, да, всех напугала. Я понял. Ну да, сапоги дырявые. Болото наше все. Ну почему же? Можно без сапогов ходить по болотам или без сапог? Как правильно сказать? Без сапогов или без сапог? Еще есть такие, знаете, снегоступы, болотоступы, широкие такие лапти, на которых можно ходить по болотам или плыть по болотам, плавать. Да. Ну, кстати, во Фликере болотной тематики немного, и могу сказать, что если когда она встречается, ну, кто находится рядом с болотами, у вас есть шанс проявить смекалку и что-то поснимать болото. Я не имею в виду какие-то ужастики, да, хотя можно попробовать и ужастики какие-то поснимать, болотные. Ну, слушайте, только открыли, только сказали, вот вам, пожалуйста, друзья. Сегодняшний эксплор. Чем вам не болото? Никакой техники Colored. Практически как будто где мы были с Павлом недавно, в Лисьем носу, там такое же видели. Все в лилиях, ну, правда, пока не цветут еще. Под столом сапогов. Сапогов, да. Мгм. Ну, это так же, как чим-дам-дам, да.
из этой же серии. Ихние егоное макро есть, конечно, да. Сегодня и макро тоже есть, и улитки. Чего только нету сегодня в "Эксплоре". Ну вот, типа сказочные тоже работы вот такие. Сейчас уже копируют этого фотографа. Э, я имею в виду не этого, а того, который я упомянул. Тем не менее, этот жанр тоже востребован, и многие люди, которые снимают, модели именно на ландшафте, на природе, они пользуются такими стилями, техниками. Ну, кстати, Colored почему-то я не встречал, чтобы модели изъявляли желание или фотографы изъявляли желание. Ну, кстати, инфракрасная. В этом редко достаточно бывает инфракрасной фотографии в Explorer, но сегодня такая есть. И здесь я могу сказать, что я делал фотографию без инфракрасного фильтра в технике инфракрасного фильтра. Ну, теоретически это можно сделать, и практически тоже это можно сделать. Иногда это получается вполне прилично. Я рассчитывал, что эта фотография будет в Explorer, но не получилось. Практически инфракрасная фотография. За исключением инверсии стволов, которые должны быть другого цвета, здесь вся остальная информация, вся как бы сама суть этой фотографии сводится к свету, технике света, который излучает сам лес, создает вот это, освещает пространство своими листьями. И вот такая черно-белая фотография, она, ну, по моему мнению, она как бы, она не угрюмая, она не тяжелая, хотя оттенки здесь могут быть разные, оттенки могут быть в том числе и сепии. Ну, не знаю, я считаю, что это вполне пригодно для вот таких решений. Черно-белой фотографии попробовать, во всяком случае. Ну, конечно, арт, пейзажный арт, как без него? Вот здесь вот вы видели эту фотографию наверняка, здесь утки. Найди утку. Они здесь на корягах спрятаны. Ну, вот такой паттерн, как я их называю, паттерны. Они тоже создают атмосферу и могут вас завлечь в направлении, которое называется файн-арт. И пейзажный файн-арт, и просто файн-арт, какой угодно. Поэтому то же самое, вот, Павел, помнишь это место? Здесь тоже техника Colored. Ну, я уже рассказывал про эту женщину, которая убегала, собачка ее тянет. Горизонтальные ветви, которые тянутся. Ну, такая вся горизонтальное движение, горизонтальное какое-то. Но здесь я синий цвет, голубой оставил, как раз вот штаны, джинсы и немножко неба. Нет, сеть. Ну, название, кстати, подсказал один из подписчиков, тоже написал, что это похоже на сетку. И, кстати, эту фотографию я разместил. Вот вы говорили, что такое Flickr Social, который проводит этот конкурс. Вот эта группа Flickr Social. И вот в описании группы, если вы зайдете с компьютера, вы можете подробно прочитать о тех конкурсах, которые она проводит. На этой неделе, я повторю еще раз, конкурс на лучшие селфи, необычные селфи. Поэтому рекомендую поучаствовать, и если вы выиграете, если вы попадете в эту ленту, 22 числа мы можем сделать эфир, обсудить те фотографии, которые туда попали. И я уже посмотрел, сколько работ там размещено в общей ленте, именно вот в комментарии под основным постом на этот конкурс. И там действительно уникальные селфи. Фотографы, люди, многие, кстати, написали, что не любят снимать селфи, особенно пейзажный фотограф, стрит. Но, тем не менее, они там сюрпризы такие подготовили. Ну и я тоже, следите, если кому будет интересно, фотографии, которые я решил достойным выступить на этом конкурсе. Она сделана очень давно, в 2008 году на камеру Sony CCD-матрицей. Тогда мне удалось посетить Каппадокию. И вот в одном из парков я сделал такой селфи. Теневое, да? Light and shadow, можно сказать, в стиле. Здесь, кстати, вот фигура, о которой я говорил, вторая фигура. Вот напишите, кстати, в комментариях, что вы по поводу этому думаете, второй этой фигуры. Это фигура, это моя тень с другого источника, или все-таки это фигура, пришедшая откуда-то из других миров, или это знак,
Хотя вот я долго использовал эту фотографию в качестве знака для своего Фейсбука, Инстаграма, когда еще тогда только начинался у меня. Ну, это было давно. Это было больше, сколько? 8-й год, сейчас уже 21-й, 13 лет назад. Заодно посмотрим, насколько Flickr поднимает. Это, кстати, фотография у меня достаточно давно во Flickr, много лет, поэтому... И, кстати, не пугайтесь, кто уже присутствует во Flickr, у кого есть старые фотографии селфи, вы можете их разместить. И моя фотография, которая вот с предыдущий конкурс зашла в Explore с корой, которая у меня на заставке сейчас, да, она тоже сделана 1,5 года назад, поэтому там были фотографии, которые 5 и 6 лет назад попали в этот макрофотографию, да, конкурс. И там были фотографии, которые заходили на 100 тысячах, на 200 тысячах заходили уже просмотров, потом набирали еще там 100-200. Поэтому, чтобы вы понимали масштабы бедствия, масштабы, куда это все ведет. Ну вот, сегодня эфир такой. Спасибо, друзья. Если ни у кого нет вопросов больше сегодня, солнце вышло. Ну, на болото сегодня не пойдем, нет. Как сказал Павел, тест болотной воды без меня. Сегодня болотный тест без Фавионыча. Так что вот пишите, что интересно вам, какие видео вы хотите увидеть, какие техники хотите, чтобы я рассмотрел, может быть, или на природе уже в готовом варианте рассказал об этих техниках, прежде чем сделать фотографию, где они применимы, ну, может быть, какие-то инструментарии. Мы сегодня практически все темы затронули, начиная там от албанского бизнеса, фотографий, путешествия, штативы, дроны, то, что делает Осмо, новости техники, новости вообще какие-то, да, ну, думаю, что у всех все получится, надеюсь. Всем желаю хорошего дня, удачных фотографий, не сидеть на месте, двигаться только вперед. С вами был Фавионыч. Сегодня у нас с красным ремнем, точнее, это не красный, это не просто красный цвет, это подсказка, напишите, друзья. В моей палитре этот цвет есть. Он называется, связан с Италией. И по имени итальянского города он и называется так. Как и вот этот цвет, кстати, тоже. Он тоже в моей палитре есть. Пишите в комментариях, что это за цвета, используете ли вы их вы. Ну и сапогов сегодня у него нет. Сапог. Сапогов, да. Всем удачи, пока, друзья. Увидимся.